Ну, я слышал такие прогнозы, что к концу года биток будет точно сотня. Есть такая звездочка, и там написано, но это не точно. У битка не было ценности, в принципе. Он стоил, ничего не стоил. Тогда у меня проблем нету, правильно? А если у тебя миллион биткоинов? Это уже проблемы наших чиновников. Этап развития блокчейн-индустрии и криптовалют в самой начальной своей фазе. Да, на старте роста. Какой-то виртуальный дом. И вешаешь эту картину туда, и у тебя на стене висит оригинальная картина Бэнкси. Вот это имеет вес. Привет всем! Меня зовут Олег Мищенко, я CEO стартапа Comin, и это наш подкаст «IT-матика» про инвестиции, технологии и стартапы. Сегодня у нас будет немножко нестандартный выпуск, мы будем больше говорить на технические темы, будем разбираться с тем, что такое блокчейн, что такое криптовалюты, и как с этим жить в целом. Поэтому у меня сегодня в гостях интересные гости, в принципе, а для данной тематики они просто золото. Это первый наш гость Семен Каплаушенко, CEO крупнейшей украинской биржи Куна. Да, всем привет. Привет, Семен, рад видеть. Также у нас в гостях Юрий Булах, технический вдохновитель нескольких блокчейн-проектов, вообще блокчейн-евангелист, человек, который пропагандирует эту технологию на каждом углу. Юра, привет. Всем привет. Так, ребят, рад вас видеть. Хочу сразу, у меня есть уже сложившаяся традиция. Мы, чтобы разговориться, размяться, у меня есть разминка. Она достаточно такого интересного формата. Сегодня она у нас будет адаптирована под тематику нашей сегодняшней беседы. Суть разминки заключается в том, что мы должны либо придумать, либо вспомнить какие-то стартапы. Вот в данном случае будут это криптостартапы, которые либо построены на блокчейне, либо как-то замешаны криптовалюты с ними. Можно вспомнить, не обязательно придумывать, да? Вспомнить из каких-то ярких кейсов, какие были, какие, может быть, есть. Вот, может быть, кто-то пилил какой-то интересный стартап на блокчейне. Может быть, у вас листились ребята со своей валютой из какого-то криптостартапа, да, на Куне непосредственно. Смысл понятен, да? Я начну, передаю слово Юре, Юра отвечает, я опять говорю какой-то пример и передаю слово Семену. Каждый говорит, можно, если есть в голове там больше, чем один-два примера, рассказываем, общаемся, то есть суть ясна, да? Окей, тогда погнали. Смотрите, я подготовился, я обычно это предупреждаю гостей, да, что у меня было время, я подготовился, поэтому у меня есть небольшие заготовочки, а у вас как пойдет. Но я уверен, что за вами дело не станет, поэтому смотрите, у меня вот первая идея, условно говоря, для стартапа, на которой образовалась целая индустрия, это игры с оплатой за игру. Чем больше играешь, тем большее вознаграждение в крипте, условно говоря, ты и получаешь. Там, игра может зарабатывать на рекламе, там, на чем угодно, на продавать какие-то инапы и так дальше и тому подобное. Но самая основная фишка в том, что пользователь, игрок, получает либо за прохождение, либо за время нахождения в этой игре какое-то вознаграждение, и оно, как правило, в крипте. И я еще хочу сказать конкретную парочку примеров, насколько эта индустрия была популярна в свое время, и сейчас она также развивается. Я вот залез в интернет, и сразу первые материалы, которые мне выдали, я просто офигел от уровня компаний, которые участвуют в подобных, разрабатывают подобные игры. Например, в конце 2019 года компания AMD, производитель процессоров и видеокарт, да, все понимают, да, о ком речь, это крупная корпорация, присоединилась к ассоциации Blockchain Game Alliance, продвигающей блокчейн-игры в отрасли. Потом Samsung добавили игру на блокчейне Tron, во встроенный криптокошелек на своем смартфоне Galaxy там, S10, по-моему, или какой-то... С 9-го, по-моему. Как? С 9-го. С 9-го, да? Да, уровень, да. И Microsoft совместно с издателем видеоигр и Eidos, по-моему, если неправильно назвал, извините, пытались возродить популярную книгу-игру 80-х годов на блокчейне. То есть, действительно такая впечатляющая индустрия, когда такие киты задумываются, мало того, что задумываются, делают активные шаги в развитии этого направления. Юра, твой ход. Мы когда-то с
коллегами пилили, ну, не скажу, что стартап, продукт, это был, наверное, 17 или 18 год. Вот. Этот продукт был построен на блокчейне и брал в себя две составляющие. Это привлечение людей за счет награды, реварда, так называемого, за определенные действия, вот, и запись данных в блокчейн. То есть суть этого проекта была, это квизы и полсы, то есть прохождение так называемых опросников и с викторины и опросники, да, и с наградой за мнение, то есть с наградой за результат. Либо это что вам больше нравится, например, Coca-Cola или Pepsi, там, что лучше, там, Супермен, кто сильнее, Супермен или там Чудо-женщина, такой в игровой форме. И в конечном результате это все планировалось как платформа, в которой компания будет заходить, делать свои полсы. Вот, за счет того, что на хайпе 2017 года, когда было очень большое комьюнити людей, кто интересовался этим, все хотели халявных денег, вот, мы планировали собрать большое количество людей. Ну, как все помнят, что потихоньку биток пришел в 3,5. Слушай, а у меня вопрос. Правильно я понимаю, что ты отвечаешь, ты заходишь как юзер на платформу, Да. Отвечаешь на вопросы там, или проходишь викторины, и за твои ответы тебе начисляются ревардом, да. Ну, вознаграждение. Да, а твои данные для пользователя, то есть для того создателя викторины, защищаются блокчейном, что гарантирует неподменность данных, то есть для каких-то соцопросов, возможно, политических каких-то моментов, где можно собрать срезку знаний и получить плюс блокчейна как такового, это неподменность данных. Слушай, а бытует такое мнение, тоже слышал, вот продолжая эту тему, что когда за соцопросы платят, то ответы на эти вопросы не могут считаться релевантными, потому что человек был замотивирован в том, чтобы дать эти ответы, и мог либо отнестись к этому там, несознательно, еще что-нибудь, лишь бы быстрее получить деньги или еще что-нибудь. И не всегда эти соцопросы были репрезентативными, да, то есть как ты думаешь, вот эта платформа могла потерпеть вот от таких вот вещей? Однозначно, то есть мы для этого делали варианты платные и бесплатные, ну, то есть если все-таки около крипты говорить, то очень много на заре, ну, не скажу, что прям там, в 2014 году, когда это все появилось, вот, но в то время все делалось за счет социальных каких-то активностей, и за все за все платили. То есть это какие-то гивы, это какие-то моменты. Гивы это giveaway, то есть вознаграждение за экшены, да? То есть все было построено, то есть все комьюнити, которые вот на заре, то есть на лучшие времена. Хорошо, что ты называешь зарей, это какие годы? На прошлый пик, это 17-й год, когда, то есть... Окей, давай тоже разберемся с этим понятием, может быть, не все понимают, о чем речь. Прошлый пик, волна максимальной стоимости биткоина, да, правильно да. я понимаю? То есть, когда он ушел до 21. Вот, какой такой был? Семен точно знает. Это декабрь 17, там был 19 800, не пробил 20. Не пробил 20. Было на центральной бирже, да. То есть китайцы там стреляли, конечно. Ну, суть в том, что вся ниша, вот, и плюс и минус крипты, все построено на комьюнити. А комьюнити это все хотят халявных денег, все хотят заработать и так далее. Особенно страны наподобие Индии, каких-то там, ну, то есть... азиатских стран. Огромное количество людей нас на других проектах и ломали постоянно. То есть очень много трофея оттуда было. Слушай, в принципе, то есть ты говоришь о том, что для криптопроектов вознаграждение это было окей, воспринималось нормально, и поэтому могло, этот момент с оплаченными социальными опросами никак особо не задел данную платформу. Да. Окей, услышал. Спасибо, классный пример. Так, я опять принимаю ход. У меня второй вариант, вот опять-таки на заре, мы уже выяснили, это был 2017 год, были популярны стартапы, основанные на майнинге. То есть, условно говоря, ты покупаешь место на ферме, на заводе, под свою там небольшую ферму, покупаешь у них же оборудование, условно говоря, либо там еще были варианты, когда ты сам покупаешь оборудование, передаешь им, они ставят, условно говоря, они продают ячейку,
ставят туда твою ферму, и она начинает майнить. Иногда это могли быть пулы, то есть пулы это когда все дружненько майнили, быстрее получалось находить общие мощности, быстрее получалось находить ревард, то есть тоже дополнительные плюшки. То есть и вот я знаю, что было несколько стартапов, не помню имена, не успел нарыть, вот основаны именно на этом принципе. Но насколько я знаю, может быть, у меня там недостоверная Половина информация. первидосников было, да? Да. Вот. Была такая, да, волна Конечно. на Я майне? тебе скажу больше, Куна начиналась, наверное, больше с этой темы. Ага. Расскажи поподробнее. Еще в 2015 году, ну и сейчас есть компания такая, Genesis Mining, это, кажется, в Исландии, там основные мощности ее. И фишка какая была? В 2016 году, в начале 2016 еще, когда биржи не было, в принципе, мы запустили проект Kuna Mining. Ее смысл был в том, что мы, по сути, были официальными представителями Genesis Mining в Украине. Ага. Ну, по большому счету, там перепродавали вот эти вот пакеты, ты мог с карты, кажется, да, купить, условно говоря, мощностя, то есть не какую-то ячейку, а там какое-то количество мощности. Выбираешь, какую криптовалюту майнить, и вот там ежедневно, если не ошибаюсь, еженедельно отчислялись там какие-то там сатошики. Я помню, майнил эфир и биток, да. Тогда еще, да. Слушай, ну ты по стабильным валютам выступал, Тогда да? особо ничего тогда другого не не было, было. да, Да. другого. То есть тогда эфир в принципе только начинался. Ну, то есть там эфир когда в начале 16-го, по сути, да, запустили. Вот. И фишка была в том, что когда эту тему все порхавали, да, то начали запускать типа майнинг, вот такие вот сервисы. Ага. Набирали, собирали, ну, то есть по принципу пирамиды. Когда стало меньше входов, начали уже обрубать, либо большие комиссии ставить, либо просто исчезать. Из известных Hashflare был, ну, они вроде бы как честные, они там эстонцы просуществовали, но уже нет их. И GigaHash, кажется, до сих пор есть, это они там майнят. Но там, не знаю, 2 из 10 были честными, а остальные это была вся история. Слушай, там какие-то поддельные фотографии крупных ферм, там, где якобы куча там видеокарт, либо там этих ASIC-майнеров. Ну, по сути, это обычные пирамидосы были. Ну, слушай, к теме скама мы еще сегодня обязательно вернемся. Это, наверное, такая... На самом деле, вот даже CEX.io, да, там биржа, которая тоже корни имеет с Украины, они тоже начинали с этой штуки. То есть майнинг-пулы, которые можно было туда зайти там виртуально, то есть ты не покупал железяку, там не ставил, как там в дата-центре размещал, там, как на Хетснере, например, да, ты там покупаешь реальную железяку. А вот что-то было похоже, как там Amazon, да, ты типа виртуальную мощность какую-то покупаешь, в облачную условно, и она вот это вот майнит. Но математика там была такая сомнительная, то есть типа просчитать, типа насколько достоверно там, типа тебе отчисляли именно то количество там монет. Я помню точно, что я тестил, кажется, ну вот Genesis Mining и Hashflare. В Genesis я биток типа пробовал майнить, а в Hashflare в эфир. И на моменте тогда эфир там стоил вообще копейки, я там купил какую-то мощность, наманил в итоге 2 или 3 эфира и забыл про них. Ну, понятное дело, я слил его не сейчас, а там пораньше, но сливал я его там по долларов на первом там скачке по 700, а закинул там что-то, по-моему, $50. Ну, тоже плюс, да, отлично. да, ну то есть такое. Сработало. Окей, слушай, интересно. Интересно, видишь, как ты, у тебя больше практических знаний, ты вот четко знаешь, как это построено. Я очень рад, что тебя сегодня пригласил. Слушайте, спасибо, ребят, за разминочку. Я думаю, все уже вошли в раж и готовы уже обсуждать серьезные темы. Мы уже частично их затронули. Скам, излюбленная тема, наверное, всех криптоманов. Обязательно поговорим. Но для начала хотел несколько фактов и несколько вопросов каждому из гостей. Семен, хочу начать с тебя. Хочу поговорить чуть-чуть про Куну. У меня есть несколько фактов, которые я официально на вашем сайте вычитал. Озвучу их, а ты подтвердишь, ну, скорее всего, скорее всего, подтвердишь, раз это официальная информация. Дневной оборот торгов биржи Куна составляет почти $4 миллиона. Ну, в последнее время, да. В последнее время, да. На Окей, пике там было около 6, если не ошибаюсь. Вот это был 6? февраль, да. Круто. Активных трейдеров 35 тысяч. От 35. Последнюю сводку делали уже там больше 40. Хотел спросить, что такое активные трейдеры? Какой период они должны торговать? Активный трейд за месяц мы делали. За месяц? Да. То есть, кто в месяц провел хотя бы одну депозит, сделку. вывод, либо трейд.
Окей, 35 тысяч. Но это достаточно много ребят, которые торгуют. Я даже не боюсь спрашивать, какое количество транзакций. Этой информации там не было. Есть цифра? Транзакций вводов-выводов? Давай транзакции вводов-выводов. Окей. Если есть такая информация. Десятки тысяч. Десятки тысяч. Да. А транзакции имеется в виду... Депозиты, выводы. Смотри, как называется правильно момент, когда ты, например, поставил ставку, она сработала? Трейдов. Трейдов сколько? Сотни тысяч. Сотни тысяч. Да. Окей, круто. Ну и более 2000 зарегистрированных пользователей. Правильно? Даже сотни тысяч, наверное, это я преуменьшил, потому что у нас есть там ребята, которые там ботами гоняют, они там в день сотни тысяч делают. Там микро, ну там скальпинг, под миллион транзакций. Там арбитражники, они там то есть, делают много. Окей, и 200 тысяч зареганных юзеров. Да, недавно было. Недавно эту отметочку. Праздновали? Да, конечно. Я недавно канал запустил в Телеграме, криптодиректор. Можете подписываться. Окей, это самое время для промо. Можно смело. Да, я постил считать себя 200 тысяч сатоши. У нас особенность какая? Ты когда юзер регистрируется, у него создается уникальный QNID, так называемый, идентификатор. Там одна из фишек, что еще другая тема, то есть есть отдельный продукт QNA-код, скажем так. Это часть баланса биржи представлена в виде кода. Ну, там, мы помним, там BTCE коды, то в теме там EXMO коды есть, там вот QNA-код фактически плюс-минус такая же штука, только там много есть разных фишек. Одна из них, это если код выпущен на конкретный QNA-ID, то его может активировать либо тот, кто его выпустил, либо тот, на кого он выпущен. Мы когда вот только запускали коды, мы сделали код на 100 тысяч USDT на конкретный аккаунт и публично его разместили, его там Forklog публиковал и другие там СМИ. Ну и как бы как провокация на попытку взломать. Слава богу, никто не взломал. Да. И вот я выпустил этот код, да, там опубликовал, и человек как бы эти, 200 тысяч сатоши, это там плюс-минус 150 баксов, где-то 120. Смотрите, давайте важный момент. На сегодняшний день, момент записи данного подкаста, курс биткоина более 60 тысяч. Неважно. Слушай, он сегодня стрелял, там 164, по-моему, уже было. Да, то есть стабильно более 60 тысяч уже какое-то время он держится. Поэтому окей, там 200 тысяч сатоши, это где-то 150, да, получается 6? Да. И эфир 2400 с чем-то. Окей. Так, Семен, еще вопрос. Смотри, такая информация. Недавно Куна попала по версии Forbes в список 30 лучших стартапов Украины. Да, меня даже напечатали там. Да, даже напечатали. Но почему-то цитаты были про Михаила Чебаняна. Да. А знаешь почему? Почему? Потому что все собственники стартапов, которые там представлены, они являются SEO. Я вот проанализировал, и только у нас не так. Михаил основал Куну, основал, и он сейчас является президентом, да? Да, он фаундер, основатель, а ты выполняешь обязанности SEO. Окей, смотри, у меня в связи с этим вопрос. Это отличный повод, прими мои поздравления, Спасибо. Это круто. Но вопрос в следующем заключается. Считает ли Куна себя стартапом в принципе? Ты знаешь, наверное, нет. Наверное, нет уже более как год. Ну, во-первых, исходя из внутренних процессов, которые изменились, исходя из прибыльности, доходности, и исходя из того, какие инвестиции мы сейчас хотим привлечь. Мы как-то перепрыгнули немножко шаг от первых каких-то сид-инвестиций и до вот этот раунд который там обычно, сколько он там, 1, 2, 3, миллиона. То есть в Украине это 1, 2, 3, в Западе это может быть 5-10. Понятно. Соответственно, мы сумели, реинвестируя свою прибыль, пройти этот путь, когда нам уже нужно привлекать 30-50 для того, чтобы дальше двигаться по нашему плану. Ты говоришь, мы себя не считаем стартапом, но при этом идет речь сейчас об инвестициях. А не это ли один из, так сказать, ключевых характеристик стартапа привлекать инвестиции? Или... тут смотря, в этом понимании, наверное, да. То есть вопрос в том, если условно Coinbase захочет нас купить, или купить долю, это будет считаться, что мы стартап, и мы привлекли инвестиции от них. Определение стартапа в Википедии — это компания быстрорастущая. То есть в принципе, основное.
Это же не раунд определяет. Смотри, не раунд. Мы часто с гостями общаемся на эту тему, как отличить стартап от действующего бизнеса. Там, по какие критерии являются показателем того, что компания является стартапом, либо компания уже не является стартапом. Понятное дело, есть набор критериев, и это как необходимость привлекать инвестиции для быстрого роста, потому что, как ты сказал, действительно стартап нуждается в том, чтобы расти как можно быстрее. И зачастую это происходит не за свои деньги, а за привлеченные средства. Это раз. Второй момент. Да, есть момент с самоокупаемостью, то есть когда компания вышла на самоокупаемость. Хотя Uber у нас убыточный сколько уже, да? При этом ярды стоит, да? Ну, какая оценка компании. Вот. И вот этот момент может как-то компанию отличить от стартапа. Но, опять-таки, Семен говорит о том, что нам нужны инвестиции для того, чтобы агрессивно там, свою компанию развивать на других рынках, привлекать больше юзеров. Наверное, да. Ну, это нормальная деятельность любой компании. Нет, не любой. Почему? Вот давай так. Ты заявляешь, что любая компания может привлечь себе инвестиции. И есть ли необходимость, например, крупным компаниям, давай попроще, чуть-чуть отойдем от крипты, производственным компаниям привлекать инвестиции. Есть. Например, ну хорошо, давай, как конкретный пример, который ты можешь привести. Есть что-то? Масштабирование производства, выход на новые рынки. Экспансия рынка. От кого? От кого? Давайте тоже важный фактор. От кого привлекать инвестиции? Ну, не важно, мы же не говорим, что стартап это тот, кто работает с венчуром. Стартап может быть проаккредитоваться в банке, сейчас государство наше, в частности Украина, активно движется в эту сторону, да, то есть те же кредиты для малого среднего бизнеса. Нет, давай, окей. Это же тоже можно назвать стартапом, просто кредитуют. Да, разные уровни привлечения, разные способы привлечения инвестиций. Есть, я понимаю, о чем ты говоришь. Есть инвестиционные инвестора, там, банки и так далее. У меня как раз этот вопрос и следующий был. Если вы задумываетесь про привлечение инвестиций, кого вы рассматриваете в качестве ваших инвесторов? Сложный на самом деле вопрос, потому что до недавнего как бы смотреть в сторону там каких-то там крупных венчуров было достаточно сложно, потому что все на крипту так смотрели. Как бы. Но тут Coinbase на IPO вышел, бахнул типа 100 ярдов плюс оценку, там, чуть припало, но не суть. И я думаю, это повлияет немножко на интерес в целом к криптовалютным проектам и так далее. То есть ты думаешь, изменится отношение венчуров к криптопроектам? Да. Плюс Binance, там вот эти вот все истории. То есть чуть-чуть вернемся в 2017 год, да? Ну да, почему нет? Ну то есть в целом, мне кажется, мы все равно еще у начала пути. То есть ты считаешь, что вот этап развития блокчейн-индустрии и криптовалют еще на самой начальной своей фазе? Ну, не самая ранняя, да, там как бы этой графику, скажем так, где-то на старте. Да, на старте роста. Если сказать про людей, которые раньше интересовались, их называли хомячками, то их сейчас меньше на рынке. И люди, которые уже интересуются, они уже более обизнанные. Более обознанные, да? Да. Трейдеры. А это заметно, кстати, по вашим пользователям, по трейдерам? Конечно. Я хотел сказать, что в 2017 году аудитория и там вот 21, да, совершенно разная. Как бы люди уже больше с пониманием заходят, понимают вообще, чего они хотят, ожидания, там анализируют какой-то там исторический, как все там, уже понимают, что там это не просто какой-то там хайп, там покупай и там оно будет постоянно расти, какой-то, да, то есть, а в целом это риски, это просто это более доступный вход, меньше порог входа в крипту. То есть идти торговать там акциями, очень сложно, в Украине тем более. Лицензия. Да, торговать криптой, как бы, в принципе, сейчас не сложно. Физлицам. Давай так, расскажи, пожалуйста, что нужно иметь человеку, чтобы начать торговать криптовалютами? В принципе. Желание. Супер. Это минимальный порог аккаунт на Куне, да? Ну, аккаунт на бирже. Сумма, которую ты готов пожертвовать, да. Именно пожертвовать? То есть, вероятнее всего, что первые... Я всегда говорю о том, что то есть совсем новичкам нужно понять, вот сколько ты готов потерять. Не знаю, 1000 гривен. Вот со 100 гривен начни. То есть 10% от суммы, которую тебе не жаль потерять. Но при этом... Как бы многие, конечно, идут ва-банк, особенно на рост. Это вообще мировой тренд, да, всех, кто в крипте, на все. Не говоря уже про какие-то там маржиналки, которые это совсем убийство. Слушай, хочу чуть-чуть отмотать назад, вернуться к теме все-таки стартапов. У нас все-таки подкаст изначально об этом. Хочется как-то параллели провести.
Скажи, пожалуйста, если вот вы задумаетесь о будущих инвестициях, то, соответственно, если я правильно понимаю, у вас были уже не попытки, а уже, наверное, реализованные как бы действия привлечения инвестиций. То есть ранее в истории Куны. Вы собирали раунды или, может, краудфандингом занимались? Ну, Куна начиналась с того, что тогда, когда еще ICO не было, такого понимания, Миша провел краудсел, его называл. Краудсел. Да. А что это, расскажи поподробнее. Ну, по факту он выпустил на тот момент 100 тысяч кун. Он сделал токен на эфире. Ага. Тогда еще не было ERC-20 токенов. Это был какой-то ERC там костыльный, ну, неважно. Там ребята с Харькова, Distributed Lab, помогли нам в том, чтобы там написать этот смарт-контракт. Ну, по сути, выпустил токен, сделал эмиссию 100 тысяч токенов кун и 10 тысяч токенов как бы выставил на продажу. Выставил на продажу с целью собрать 100 битков за 10 тысяч токенов. Как бы первый капитал, с которым стартанули для создания биржи в Украине. То есть там на Bitcoin Talk есть пост там за конец 2015 года, если не ошибаюсь, ноябрь. Секундочку, Bitcoin Talk тоже для тех, может, кто-то не в курсе. Я думаю, что смотрят нас в основном обознанные и слушают зрители и слушатели. Но Bitcoin Talk — это блог самый популярный про крипту. То есть, для меня это ранний форум, там самый, да, самый один из ранних форумов. Ну, скажем так, вот эта история, хотя не, могу ошибаться. Может, поправишь, да? История про продажу 2 пиц за 10 тысяч битков, по-моему, Bitcoin Talks. По-моему, с него, да. Именно там они переписывались, договаривались. Но это первый прецедент. Кто не знает, да, там в 2011 году, да, вот, кстати, будет скоро годовщина. 14. По-моему, или нет? Это у меня уже перепуталось да. это. Давайте напишут в комментариях. Смысл в чем? То есть у битка не было ценности в принципе. Он стоил, ничего не стоил. И для того, чтобы он что-то стоил, для него нужно было что-то купить, да, что-то, что отдал ценность. Да. Соответственно, это был первый прецедент, когда за битки отдали что-то реальное, да, там, не знаю, деньги, продукт, товар. Вот 2 пиццы продали за 10 тысяч битков. Сейчас это доставщик пиццы или сейчас все там обсуждают, то есть вот, как же тот чувак попал. Я думаю, он не последние битки свои отдавал за эти 2 пиццы. И сохранил ли он до сегодня их, ну, там, никто не знает, наверное. Крутая история. Слушай, давай еще все-таки вернемся. Выпустили токен. Да. Сейчас Юра нам потом поподробнее расскажет, что такое, чем разница токена от биткоина, от эфира и так дальше и тому подобное. Но пока давай по твоей истории. Ну, грубо говоря, выпустили токен, да, там ваучеры выпустили на крипте, которые продали для того, чтобы привлечь средства таким образом. Собрали 276, по-моему, битков. На тот момент это было там около 60 тысяч долларов. Ну, то есть, тогда это не миллионы были. И вот это был стартовый первый капитал, с которого началась вообще разработка Куны, и за которой финансировалась там первый год вообще создание там MVP-версии и тестирование уже каких-то первых гипотез. А далее? Были какие-то еще раунды? Все, дальше уже на самокупность. Да, потом 16-й год там потихонечку все это дело там мы пилили. Но по большому счету вышли в прод уже, там это был сентябрь 16-го. В сентябре 17-го уже начался вот этот как бы булран. И за счет того, что он произошел, появилась определенная там, доходность, которая позволила дальше двигаться, да, вести разработку. Можно сказать, что вы удачно стартанули? В удачное время? Я думаю, да, вовремя. В Украине, вовремя, да? Круто. Юра, расскажи, пожалуйста, нам, что такое токены, чем они отличаются от биткоинов, от Ethereum и от всего остального. Можешь краткий технический, только, пожалуйста, краткий технический. Я знаю, что ты можешь на эту тему разговаривать много и долго. Краткий технический экскурс. Чем разница между токенами и, что такое биткоин сам по себе, что такое токен сам по себе, что такое альткоин, тоже мы будем наверняка много об этом сейчас говорить, чтобы понимать вообще разницу между этими понятиями. Ну, давайте, наверное, начнем с того, что такое блокчейн в целом. О, отлично, вот. отлично. Потому что для многих криптовалюта и блокчейн, в принципе, одно и то же. Вот. Но нет. Это не так? Но нет. То есть блокчейн — это такая децентрализованная база данных, которая хранится на так называемых узлах сети. То есть она хранится
на серверах, то есть у тебя. Да, у нас троих. Да, у нас троих. У каждого где-то база. Вот, да, а у каждого из нас есть ключи к этой базе данных. Вот. Изменения какие-то, которые вносятся в базу данных Олег, должна синхронизироваться с базой данных Семен и с базой данных Юра. У меня внесли изменения, вы засинхронились, и у нас опять стала одинаковая база. Да, мы должны данных. подтвердить. Вот, и если мы не подтверждаем, то мы не достигаем консенсуса, соответственно, ты попадаешь на отдельную сеть. То есть у меня типа своя база данных, у вас пока одинаковая. Да, и мы уже теперь ничего общего не имеем. Да, то есть если, грубо говоря, если прийти к математическим цифрам, то есть у тебя там давай без математических цифр. 100 монет, и мы знаем, что у тебя 100 монет. И ты резко взял и себе в базу данных дописал 1 000 000 монет. Ага. Скажем, слушай, это интересно. Мы скажем нет. Это уже про криптовалюту. Да, мы скажем нет. Монета, это даже абстрагируясь от монеты, это может просто какая-то запись в базу данных. Окей, вот. Я понял. То есть я захотел себе нарисовать 1 000 000 битков на своей базе данных, нарисовал, а вы такие посмотрели на эту историю? И сказали нет. До свидания. Какие у меня варианты? Уйти на свою сеть? Да, и у тебя варианты сделать свой блокчейн и дальше им рулить. Или второй, откатиться и стать такими же, как вы, со своими 100 монетами. Эти 100 монет мы должны принять. Окей, так вот, пока понятно. Отсюда следует то, что криптовалюты это такая штука, которая родилась уже как следствие блокчейна, и это... Как раз благодаря вот этому свойству неподменности информации, хранящейся в блокчейне. Да, правильно? как раз если сравнить с кошельком, который, например, или расчетным счетом в том же банке, там, Приват, Моно или еще какой-нибудь, вот, у тебя деньги хранятся фактически в запись там, в банке. Да. И там написано, что у тебя есть там 100 гривен. Да. Вот, откуда ты знаешь про мой банковский счет? В блокчейне немножко не так. Там данные хранятся просто в базе данных, вот, и все знают, что на этом адресе, на этот адрес пришло от, допустим, от Семена 100, неважно, от кого-то пришло, 100, от кого-то пришло 100 монет. Вот, и все это знают. И потом, когда ты мне их отправишь, 5 монет, ты должен будешь сказать всем, что ты отправил эти монеты. Но по факту они не находятся не у тебя в кошельке, а находятся в блокчейне. Окей, прозрачность, правильно я понимаю? Да, то есть прозрачность всех транзакций — это второе свойство блокчейна. Да. То есть первое — неподменность, второе — прозрачность. Да. Отлично. И следующий момент, для того, чтобы переместить, сделать любую операцию, нужно эту операцию подписать твоим приватным ключом, то есть как ключ от квартиры. Так вот, только владелец приватного ключа от определенного адреса может сделать. И благодаря этому этот ключ принимается математическим алгоритмом сети. То есть мы все не знаем твой приватный ключ, но мы можем подтвердить, настоящий он или нет, технологически. Вот. И ты, делая транзакцию, говоришь, перемести. Я отправляю тебе 100 не хочу, 5. Да. 5 монет. И говоришь всей сети. Говорю всей сети. Да. Я отправил Юре вот со своего адреса на вот твой адрес, отправил 5 монет и подписал его ключом. Да. Ну, подписал условно. Да. Вот. Так все должны принять эту всю историю. Да. Так вот, монета это просто запись в базе данных. Вот, и вокруг этого все построено. Слушай, подожди секундочку, извини. Я хочу просто полностью осознать всю эту историю. Получается, у нас есть неподменная, полностью прозрачная и для всех одинаково открытая база данных. Ну, открытая не в плане информации, а в плане типа вот транзакций. Да, мы сейчас говорим конкретно про монеты, да, как они появились в блокчейне. Так это же идеальная схема. Даже банки таким похвастаться не могут. Вот это как раз огромный плюс, и с одной стороны, с другой стороны минус блокчейна, потому что а в чем минус? Все знают, что на этом адресе лежит определенное количество монет. Ну окей, но насколько я знаю, что адрес, если ты не объявил о том, что это твой кошелек, твой адрес, то никто не знает, не может сопоставить тебя с этим кошельком. Просто все видят на нем какие-то там средства. Мало сказать, что это твой адрес. Но даже для если того, сказать, чтобы... что это мой адрес, как бы это... Кто тебе поверит? Для того, чтобы узнать, если ты где-то будешь покупать какой-нибудь товар, и все узнают, что ты, а потом ты эти отправлял деньги еще куда-то. Окей, это чревато тем, что могут все следить за моим кошельком. Да пускай завидуют. Нет, прям можно узнать, если ты покупал где-то, прям ты как физлицо, как человек, как Олег. Да.
и ты мне отправляешь, вот пришел, говоришь, Ну, на окей, тебе. это та же прозрачность. А если я окей с этим, и мне нормально с этим жить, я готов, типа, делиться этой информацией, что с моего адреса туда летят монеты, летят транзакции или прилетают, и мне с этим окей. Тогда у меня Да. проблем нету, правильно я понимаю? А если у тебя миллион биткоинов? Это уже проблемы наших чиновников. Нет, у нас были случаи, когда людей воровали. То есть, возможно вещей. украсть эти деньги? Нет, возможно, человека украсть, сломать ему палец. Я понял, к чему ты клонишь. Слушай, ну да, здесь определенные риски есть, однозначно. И были случаи, да? Бросаешь на горячий кошелек, и с него, да, там рассчитываешься. Да, ну вот А видишь, холодный? что такое горячий холодный кошелек? У меня сейчас ассоциации с готовкой еды. Ну, Расскажи, это пожалуйста. практика, как бы, хранения средств своих, либо там биржа ее практикует. То есть, когда ты не хранишь все свои там битки, например, на одном адресе, да, ты там понимаешь, что тебе для операционной, там, не знаю, для расчетов, покупок и так далее надо там 5%. Ну, ты создаешь кошелек, бросаешь на него 95% своих монет. Приватный ключ от этого кошелька там где-то выцарапываешь на металлической пластине, закапываешь где-то далеко на островах и забываешь про него. Как банковская ячейка, только круче. Ну, условно. Главное не забыть, где она Главное не забыть, зарыта. закопал Были клад. же случаи, когда люди теряли приватный ключ к своему Винчестер. кошельку там с 200 миллионов долларов. Ну, Винчестер до сих пор ищет это, да? Да. Человек, Вот который- этот случай, давайте, может, кто-то не в курсе, как в Британии, да, у молодого человека хранилось на флешке кошелек с битками, и он говорит, у Не, него- на винте, на на жестком. на винте, винте, на да, жестком, да? на На жестком. флешке, на жестком кошелек с... Какое там у него количество было? Не помню, там сотни Там, тысяч, по-моему. короче, битков. сотни тысяч битков. Да. Ой, ёлы-пал, так сегодня это... Так он там типа целую поисковую операцию там типа Он по этой свалке. ну, городу заплатил, что и там включилось, ну, там все Не серьезно. нашел, на данный момент пока не Ну, нашел. найдут. Ну ты думаешь? А если там уже там Ну жесткий да, накрылся, да, это то есть жесткий, если- он, ну, жесткий диск, он поломать его нечего. Ну, за большие деньги все можно восстановить. Так, окей, разобрались с понятием блокчейн, более-менее для меня, например, стало понятно. Вопрос, окей, монета, коин, да, это вот то, о чем мы только что говорили, это запись в базе данных, и вот у нее есть такие свойства. Что такое альткоин? Ну, первая криптовалюта, которая появилась, это биткоин. То есть я анонимный создатель Сатоши Накамото, которого все ищут. Вот, и, соответственно, в принципе, все, что сейчас есть наследие тех времен, это код на GitHub. Вот. И, соответственно, есть такое понятие в криптовалютах, как форк. И если абстрагироваться от криптовалют, то в обычной разработке форк — это когда в свой репозиторий мы берем и клонируем данные. Сложно. Давай так. Так Ты вот- сказал, GitHub — это хранилище кода. Да, Репозиторий — это как раз вот веточка, в которой Да. хранится код. да. И, соответственно, я беру, копирую. Копируешь себе в свой аккаунт, нажимаешь кнопочку Скопировать, скопировал она, чужой она код. звучит как форк, оттуда пошло Я вилка. понял, это понятие пошло непосредственно с Да, сервиса да, хранения кода. да. Знаешь, почему вилка? Почему? Потому что в любой момент, когда ты делаешь форк какой-то монеты, по большому счету, до момента, пока Она ты ее разветвляется. склонировал, да, то есть это типа один блокчейн, да, ну а с Ага. этого А момента потом, да, я идет понял, уже своя разветвление. монета, да. То есть Окей. И вот фишка в чем, что когда делается форк там битка, там на какой-то биткэш, Да. то все кошельки, они что по сути и там, Двоятся, и там, да, и балансы, и раздваиваются. там, и там. Соответственно, у тебя и тех монет там 100, и тех 100. И в том блокчейне, и Окей. в том. есть же И вот это вот, сейчас, подожди, правильно ли я понимаю мысль, которую начали вы, ребят, говорить, что когда создается форк, клонируется код блокчейна битка, создается копия, создается альткоин, условно говоря. Это альтернативная монета, альтернативная да, монета, да. которая идет производная от битка. В корне, да, есть же есть различные варианты форков. Есть hard fork, Ого. soft Да fork. не, подождите, далее. мы не в ту степь. На самом деле, смотри, есть биток, а есть альткоины. Да. Всё, Не, что- не обязательно, что форк битка это... не обязательно форк битка, Нет, это ну, может то есть любая быть- другая крипта, кроме битка, это альткоин. Ну, то есть, Альтернативные. То есть есть Да. папа А. и... типа есть батя, а есть Всё. альткоины. Ну мы разобрались, смотрите, подождите, мы классно копнули, мы разобрались, откуда пошло, в принципе, и теперь понимаем, что и каждую из тех монет, которая пошла изначально производная от битка, ее тоже можно То есть не клонировать. батя, а дед, правильно? Да. Ну, биток Да, дед. причем, Дед или прадед, или это вообще было, там- это было на заре на самом деле. То есть сейчас уже все пошло настолько далеко, что некоторые продукты вообще не связаны с битком.
то есть в кодовой базе их вообще нет как такового. То есть это было изначально, то есть брали биткоин, брали, копировали себе, еще даже до того, как там, если сравнивать биткоин кэш, то есть до этого форка, то есть брали исходные, меняли параметры и запускали абсолютно новый проект. Слушай, я могу ошибаться, эфир это же, по-моему, не от битка. Нет. Вот Litecoin это типа от битка. Да. А Есть Ethereum форки это уже... битка. У меня вопрос в связи с этим. Эфир, мы говорили про токены. Эфир, это что-то кардинально кардинально отличающееся от битка. И я так понимаю, что токены, они как раз идут от эфира. Ну, и да, и нет. Давай про да. В принципе, коин от токена в общем понимании отличается тем, что коин это полноценная монета с полноценным блокчейном, то есть коин в данном случае это эфир, если на примере эфира, а токен это производная над блокчейном, то есть это следующий уровень, layer, вот, то есть и мы можем выпустить на базе блокчейна эфира свой токен, например, даже текущий модный NFT. Про NFT поговорить отдельным столбом, так сказать, нашего хорошо, вот Семен сегодня рассказывал, что вы выпустили 110 тысяч токенов эфира. Нет, куны на базе эфира. Да. Так вот, токен это, скажем, как цифровой слепок каких-то данных. То есть мы берем и на базе уже готового блокчейна выпускаем его настройку. Окей, то есть разница токена от альткоина, то что у альткоина есть свой блокчейн, у токена нет своего блокчейна, он строится на базе эфировского блокчейна. Ну, типа инфраструктуру как используют. Да. Окей, вот. Супер, чуть-чуть стало понятней. Хорошо, давайте так, пока с матчастью завязываем, вот на этой базе будем двигаться. Если понадобится, еще чуть-чуть полезем в дебри технические. Окей. Класс. Теперь стало понятно, как происходил Можно назвать это краудфандингом? Сбор, сбор средств, да? Просто вы продавали не продукцию, допустим, а продавали официально краудсell, Миша называется. Это как раньше все позиционировали владеть частью компании, только акции компании только оцифрованные. Потом уже начались моменты с security, utility и так далее. До этого, когда это не было зарегулировано, это все можно назвать и краудсейлом, и... Окей, Юра, расскажи, пожалуйста, в проекте Implium техническим адвайзером, которого ты являешься, были подобные так сказать, попытки сбора средств? Да, мы тоже, по-моему, я уже даже не помню, то ли в 17-м, то ли в начале 18-го года, но в 17-м точно у нас опытным путем шли эксперименты, то есть мы выбирали себе блокчейн, на базе которого мы будем строить нашу экосистему и продукт. А теперь-то мы знаем, что блокчейнов много. Да. Я понял, окей. Вот. И после того, как мы уже определились с блокчейном, мы выпустили пресейл, то есть тогда уже шли предпосылки. Что такое пресейл? Выпустили количество монет. Пресейл, предпродажа. Вот, то есть мы не листились еще на биржах. Соответственно, такая же история, как у Семена, только мы выпустили как раз коины, а Семен выпустил токен. Разница, потому что мы выпустили на свой блокчейн, поднимали? Да. Вот. И, соответственно, мы, выпустив блокчейн свой, поняли на том, что ниша идет к регулированию, как раз SEC начала жестко бомбить, и полноценно на ICO мы не успели. То есть поняли, хорошо, опять-таки был, получается, как правильно звучит? Краудсейл. Да. И какую сумму собрали? Мы собрали порядка 35 тысяч $. На тот момент это было при курсе, наверное, 4, когда биток был. Вот, может чуть меньше. Вот, это еще когда он первый рос. Вот. Но столкнулись с тем, что ниша настолько начала насыщаться деньгами, что какие-то простые активности маркетинга, которые мы на фоне этого начали делать, начали стоить 10 раз дороже активностей в обычном бизнесе. То есть если мы заказываем какую-нибудь публикацию в материалах, обычно это стоит на рынке $100, там это стоило 1000 плюс, там деньги утекали, то есть рекой. И мы 2,5 года так технически много наваливали и различных маркетинговых активностей, что сейчас это, наверное, оборачиваясь назад, то есть мы понимаем, мы там днями, ночами
Что, зря делали маркетинг или что? В чем сожаление? Без больших средств, то есть на этом рынке делать нечего, то есть не имея... то есть ты о том, что типа та сумма, которую собрали, она была недостаточна. Мы просто своих денег ввалили и сил намного больше, чем а проекты, которые изначально, у которых бюджеты были миллионные, они, соответственно, схлопывались, пропадались, увеличив... Опять переходим к теме скама. 10x. Слушай, за месяц. Юр, а скажи, пожалуйста, вот вы выбрали путь выпускать свой блокчейн. Чем это было обосновано? Зачем вообще, какие задачи стояли перед проектом на момент запуска? И отличаются ли они от сегодняшних? Потому что хотелось все-таки не быть завязанным на чем-то другом, хотелось двигать свою технологию. И мы выбрали криптовалюту, которая основана на одном из форков битка, но которая имеет кодовую базу C-Sharp, которая в корпоративном сегменте у нас распространена. C-Sharp — это язык программирования. Да, который двигает Microsoft. И, соответственно... Большое комьюнити разработчиков. Да, огромное комьюнити разработки. Вход, то есть, намного бюджетней. То есть, мы делали... Суть имплиума нашего — это построить платформу, на базе которой компании будут строить приватные блокчейны. То есть это корпоративный сегмент и мобильные десктопные приложения. И, соответственно, весь акцент был на том, что у нас на этапе, когда это блокчейн начал идти в массы, то есть когда приватному и бюджетному сектору вроде как всем это нужно, то есть все против коррупции, все за прозрачность. И на этом фоне мы начали делать продукт, который бы относительно просто интегрировался в реальный сектор экономики. То есть основа не криптовалюта, а как раз блокчейн. Криптовалюта — это его, скажем так, следствие и то, что двигает, в принципе, нахождение блоков. То есть мы сегодня этого не коснулись, но это тоже одна из производных, что заставляет блокчейн пульсировать и работать. Это как раз то комьюнити, которое майнеров, которые находят блоки. Вот, только хотел сказать, сейчас мы затронем нахождение блоков, там пойдет тема майнинга. И награда как раз за нахождение блоков, то есть блокчейн, это блок, переходящий в другой блок. И нельзя эти данные подменить. Это последовательная цепочка блоков. Да? Блокчейн, также И, соответственно, как следствие, тот, кто находит блок, сложный математический алгоритм, который, мы, думаю, сейчас не будем давай без математического, хотя бы без алгоритма. Но тот, кто нашел блок, получает награду. Награду в зависимости от блокчейна того же, если биток, то это там столько-то монет за блок и так далее. Поэтому, когда сложность дико выросла, например, в биткоине, то вот Свен сегодня рассказывал про майнинг-пулы, то есть люди объединяются в пулы, то есть всю мощность объединяют, и потом найденный блок, количество этих монет делится пропорционально у всех участников своих мощностей. Так вот, на том этапе, когда мы выпустили свой блокчейн, мы также сделали небольшой пресейл, и все средства мы пустили в разработку и в маркетинг. Мы также запустили то есть свой майнинг-пул, мы подключились тоже порядка до 10 майнинг-пулов на тот момент крупных, и хешрейт, я даже сейчас цифры не помню, у нас там был колоссальный. Так, давай так, что такое хешрейт? Хешрейт — это вычислительная мощность одновременно машин, которые ищут блоки. То есть, другими словами, давай так, я для себя. Это количество майнеров, которые ищут майнят твою монету. Это мощность видеокарт майнеров. Мощность видеокарт и их ферм, которые манят именно твою монету. И расскажи, какая-то цифра была, и для понимания порядок. Давай так, для понимания, какой этого уровня был? То есть это можно было сравнить этот объем мощности. Не с битком точно. С огромным заводом майнинговым, с небольшой... Да, это, наверное, какой-то гигантский завод был. То есть, так как в любом блокчейне есть защита от майнинга, то есть чем больше майнинг, тем больше сложность. Но на тот момент уже появились такие сервисы, которые позволяли сдавать в аренду, то есть чем больше ты берешь в аренду. То есть кто-то подключился арендными мощностями и майнил. Тратили монеты. Реальные деньги, то есть мы, по-моему, там сотни тысяч долларов там, в неделю кто-то тратил
На то, чтобы монеты да, выиграть, чтобы майнить, либо это их мощности были, что маловероятно. Но мы считали, судя по тому хешрейту, который был, ну там... Атаку 51, может, хотели сделать. Помните в этом сериале «Стартап», да? Там, где... Расскажи поподробнее. Про сериал? Нет, про атаку 51. Ну, как бы гипотетически, если один или группа людей, да, обладает больше 50% мощности вычислительной в конкретном блокчейне, то можно условно сделать подмену в текущем блоке, там, какой-то Помнишь, мы информации, сегодня перезаписать, говорили, да. что ты себе 1 000 000 монет хочешь? Да, Ну то вот есть я да. бы мог бы это сделать, если бы у меня было бы еще да. Ну, это парочку, гипотетически, как бы... Не, есть кейсы, когда вот слабые монеты, мало, как бы, майнеров, да, и там кто-то сильную машину, да, себе купил, и такой бух, у него там 70% мощности, и он атаку 51 там перезаписал себе и так далее. В слабых таких этих. Ну, как бы основная ценность битка в чем? То есть очень много майнеров, очень большая сложность, очень сложно, да, то есть целесообразность закупить такое количество мощности, чтобы сделать атаку 51 и в этом конкретном последнем блоке перезаписать себе там количество монет настолько велика, что это количество монет неравносильно затратам на покупку этой мощности. Ну, то есть... Я понял. То есть ты должен потратить... Какая капитализация битка сегодня? Больше триллиона. Больше триллиона, да? Да. То есть тебе нужно потратить, условно говоря, 1 триллион денег, чтобы... Ну, плюс-минус, да. То есть... И еще должно хватить производства, ну, условно говоря, физических, хардверных машин, там, на чем, на асиков. И плюс это такая, типа, тема, что ты последний блок там изменил, ты не всю цепочку поломал полностью. Последний блок перезаписал всем и сказал, что у меня теперь 1 000 000 блоков. Чехофорк интересная штука, потому что это вся история про квантовый компьютер, который там сломает биток сразу, да. Ну, то есть все достаточно просто. Если появляется суперкомпьютер, да, который там квантовый, который делает сразу же там супер много вычислений, и все вот эти вот майнеры как бы просаживаются, то что делают все? Да, это комьюнити. Почему сила комьюнити? Они все договариваются, что они используют другой там алгоритм шифрования, который устойчивый к квантовому компьютеру. И все продолжают, переходят, ну, делается хардфорк, да, переходят на другой алгоритм шифрования, и происходит форк. То есть суперкомпьютер продолжает майнить тот первый биток, а они уже по другому алгоритму. Но все используют новый, потому что как бы комьюнити решила. И тут ценность, да. А то, что там кто-то квантовым там отскочил, ну типа, ну окей, то твои битки, которые ничего не стоят. Ага. Тот, кто квантовым, был тот человек, как я, который захотел себе записать 1 000 000 и остался не удел. Да, ну и продайте битки, кому не нужно. Ну, судя по тенденции, как вот было какое-то время назад, как раз была вилка, и оба блокчейна будут жить. Ну, либо так, да. То да, есть... особенно... Не, вопрос, сколько людей поверит в тебя и захотят в твоем блокчейне работать. Ну, то есть, может, ты придумаешь, что вот там вот эта твоя вилка будет, там, не знаю, супер низкие комиссии в битке будет летать. Слушай, а правильно я понимаю, что вот как по твоим словам, да, вопрос в том, сколько ты людей склонишь работать в моем блокчейне, то получается сила за тем проектом, у которого мощный маркетинг. То есть я пришел, зарядил крутых маркетологов, у меня взял бюджет и начал всем заливать по всем каналам, что... Поэтому Роджер Вер так и сделал свой биткэш. А остальные биткоин Diamond, там куча разных, они по сути там не посливались, просто они не Чем больше у тебя последователей, как бы, тем сильнее твоя цепь, ну, по сути. Окей, круто. Так, хорошо. Слушайте, интересно, тут можно копать и копать, на самом деле. Вообще первый форк, по-моему, это эфир, да? На эфир классик. Потому что там что-то взломаешь. Они там жестко ругались. Там, я помню эту историю, там кто-то там себе откатал транзакции назад и что-то типа такого. Да, там транзакции были на сумму там миллионы долларов, условно говоря. И тебе говорят, ребята, мы не хотим потерять свои миллионы. По сути, текущий эфир это форк. Потому что классик это тот самый первая цепочка, которая была. Окей. Так, хорошо. Смотрите, мы теперь уже четко понимаем разницу между альткоинами, токенами. Правильно я понимаю, что и альткоины, и токены могут торговать, могут быть заличены на бирже, правильно? Да. Ну, если технически, то если ты листишь, например, там эфир, да, то эфировые токены проще. Ну, как бы там не нужно делать интеграцию с новым блокчейном, там изучать какие-то там, может, API-шка другая, там какие-то принципы там, и так далее. То есть у токенов, принцип работы, по сути, токенов на эфире такой же, как и самого эфира. И поэтому сложность добавления токенов, ну, типа, нет.
То есть, условно говоря, если ты один токен залистил, то все остальные, они вот так вот. А вот новую монету как бы добавить, это понял. уже целый процесс. То есть, получается, там разница в объеме работ. То есть, залистил один токен, формально ты другие добавляешь очень легко. Да, а с альткоинами каждый раз по новой. Да? Да, по сути, да. И да, и нет, потому что если... Опять и да, и нет. Ну, есть же всегда есть форки. два альткоинный да. форк битка, Ну то технология понятна, что лайткоин, что биткоин Да, будет да, да. одинаково, плюс-минус. А вот если Это это... Monero какой-то, например, Да, это совсем другая Альт, история. который на другой кодовой базе стоит. У нас сейчас один из наших проектов, ну, тот же Implium, один из проектов, это наш основной топовый проект. Мы идем в новый блокчейн, который технологически сильнее прошлого. То есть мы делаем его быстрее, прозрачней. И, соответственно, если раньше мы были форк битка в чистом виде, вот, и нода, которая листилась, это биток, то сейчас это кодовая база C# и совсем новая API. То есть это несложная интеграция, но мы столкнулись с тем, что листинг на новых биржах, не все биржи средние и мелкие готовы нас листить, потому что, ну, это же нужно что-то делать. А биток мы не взяли и за полдня впилили. И отсюда как раз разница в подходе мелких бирж и крупных. Мелкие не готовы даже разговаривать, а крупные, ну, это просто разработка такая же, и все. Они изучают наш API и по нашему API интегрируются. Окей. Хорошо, то есть мы можем листить и то, и торговать можем и тем, и тем. Вопрос следующий. Смотри, судя по тому, что сейчас идет откровенный яркий хайп, биток растет, но и растут же альткоины вместе с ним. Потому что большинство альткоинов, как мы выяснили сегодня, они как-то, каким-то образом завязаны на битке. Они форк битка или что-то подобное и так далее. Вопрос, чем сейчас выгодно торговать? Да? Сейчас такой кликбейтовый вопрос. Что нужно делать человеку, который заинтересовался криптовалютами и хочет попробовать себя вот в этой нише? Торговать битком, сидеть, ждать, пока он там сделает 10-20% роста, или же такие альткоины. Как вообще, вот, ну, скажи, пожалуйста, тебе с высоты твоей позиции, да, то есть и с твоего опыта, наверное, у тебя есть какое-то мнение или какое-то там, условно говоря, рекомендация трейдерам, на что обращать внимание в сегодняшних реалиях? Ну, смотри, я не хочу давать советы, как бы, Да, там, это неблагодарное дело. Да? Окей, типа, хорошо. что покупать, там, что Да. продавать. Ну, глобально в долгую, как бы, да. Да. Я топлю и всегда говорю, то есть биток ты покупаешь и просто его откладываешь. Он никуда не денется. Да, и просто себе определяешь, там, не знаю, продам по миллиону. Вопрос просто, когда это наступит. Ага. 5-10 лет. Ну, я да. слышал такие прогнозы, что к концу года биток будет точно сотню. Но я слышал эти прогнозы каждый есть, год. Есть такая звездочка, и там написано, но это не точно. Но это не точно, да. Ну судя по его росту последний год, последнее время, то он недалеко там от этой Смотри, цифры. ну как бы здесь все просто. На самом деле количество битка ограничено, да? Ну, ликвидность самого большего битка. Спрос растет. Там, в целом к отрасли криптовалют, там, если, ну, там, условно, PayPal, там, Visa, да, там, 3 года назад, типа, биток это там какой-то там развод, пирамида и так далее, с опаской относитесь. Проходит 4 года, риторика меняется, мы запускаем, мы интегрируем, мы там кто свою крипту, кто там уже целый департамент открыл, да, там, PayPal, там уже биток, там уже Visa, USDC там процессит. Вот. Больше, как бы, пользователей, регуляторы зашевелились, то есть что это уже неизбежно, уже надо, там, крупные банки понимают, что надо модернизироваться. То есть, соответственно, все это будет идти дальше и дальше и дальше, и это уже не история про тюльпаны, там, да, типа там бух и все. Ну, то есть это технология, и это там будущее. Вопрос в том, как быстро, да, это все будет развиваться, и будут ли какие-то блокеры там со стороны там регуляторов, либо со стороны каких-то там геополитических там историй, там, да, климатических и прочего. Может там в целом ну, как бы при определенных там обстоятельствах, да, то есть, не знаю, там интернет разделится, там у каждого будет свой чибернет, там, да, но по большому счету биток просто форкнется, и у каждого будет свой биток. Ну, то есть,
Вот как-то так. Если вы любите там играть на автоматах, да, и прочем, то можно, конечно, поиграться там в какие-то альты новые там и прочее, там вся история там. То, ну, я так понимаю, что у альтов больше вероятность на краткосроки там заработать больше денег. Да. Потому что они могут вырасти не как биток там по несколько процентов, а там чуть ли не 10-100% за короткий период. Ну, то есть взять, например, там, если была там хайп ICO, да, там это 17-й год, там, 17-й еще там остатки. Потом сейчас там последний год это вокруг DeFi, да, Decentralized Finance, там, когда каждый там токен, децентрализированные финансы, там биржи и прочее, и вот эти токены там стоящие там, по центу, сейчас уже стоят там сотни долларов, то есть условно там иксы до, ну, типа 1000%. Ну, как бы, да, но вопрос, насколько это в долгу и какую проблему это решит, и не сдуется ли это, так как вся история с ICO, там где 90% да, проектов просто что-то собрали, раздали фантиков. Слушай, ну все, вот этот момент, вот когда мы поговорим про скам. Да, смотри, давай сначала по фактам. Реально 96, 98. 96, ну, по моим, да, там где-то так, 96% проектов, которые запускали ICO, соскамились. То есть соскамились, обанкротились, исчезли, фаундеры пропали, там что угодно. То есть перестал существовать проект. И это очень сильно ударило, вот как раз это был, наверное, 18-й, да, где-то Начало 18-го. Начало 17-го? Начало 18-го, ну как, весна 18-го. Весна 18-го года. Крипточистка, я ее называю. Потому что биржи, там, вот эти все проекты, какие-то там супер, там, да, истории про какие-то там вычисления, решения глобальных там проблем, вот все потихонечку закрывалось, скамилось. И было на самом деле нам очень туговато, но мы, слава богу, как бы продержались и даже... Давай развиваем эту тему. Все скамится. Хомячки – это тот тип трейдеров, которые заходили на хайповых каких-то поводах, покупали какие-то хайповые монеты и думали, что они сейчас взлетят в космос. Их там пампили, даже искусственно раздували эти монеты, и они уже думали, вот сейчас себе Майбахи буду покупать, Ламборджини и так дальше. Потом монета сливается, проект закрывается, и вот эти люди теряют много денег, потому что некоторые впрыгивали прям очень рискованно, там, с всеми сбережениями и так дальше. И вот этот тип юзеров называется хомячки. Правильно я понимаю? Ну, это прям сильно так прям раздул. Сильно, да? Окей, в целом хомяк это тот, но в целом бежит никто не знает этих хомячков, потому что все отнекиваются. Не, я не хомячок и так дальше. И никто в жизни ни одного хомячка не видел. Это как в реалии. Окей. То есть, и ты говоришь, что вот это время было сильно ударило и по вам в том числе, потому что упали обороты на бирже, конечно. правильно? Упали обороты, доверие людей вообще к этому всему. То есть в целом... Я тебе скажу, даже настроения в команде там были достаточно такие уже. То есть, пессимистичные да. Поуходили ребята из команды? Нет? Все остались? Ну, где-то 30% на парт-тайм перешло. Но потом из этих 30 больше половины вернулась обратно. Ну, то есть на фулл-тайме дальше продолжали. Когда? Через какой промежуток времени? Ну, как начала опять расти. Окей. Юр, скажи, пожалуйста, как на твоем проекте отразилось это время? Ну, у нас, в принципе, мы пошли по классике, то есть мы не коммерческий проект, мы open-source'овый, вот, и у нас все ребята, которые в команде, никто не был на зарплате. То есть мы все такие энтузиасты, которые решили сделать продукт, он открытый. Криптоэнтузиасты, да? Да. То есть у нас не было бюджета, у нас не было ICO как такового. Вот, и у нас, в принципе, 98% команды, которая была, она сохранилась. То есть все у нас core team, кто пилил, они, в принципе, есть в каком-то виде сейчас либо мы пилим, либо участвуют в проекте. Вот, у нас есть чувак, который просто уехал из страны, и, соответственно, ему тяжело совмещать. Вот. Но он у нас выполнял такую роль комьюнити-менеджера, который работал с комьюнити. Вот. Но все остальные, в принципе, как были, так и остались. Вот. Так как мы, в принципе, не коммерческий проект, то нам сильно, конечно, ударило то есть, спад интереса к криптовалютам, потому что мы за все время, ну, в принципе, не вытащили, наверное, ничего, то есть из проекта, то есть мы не продали, не слились на биржах и так далее. То есть мы за трушный блокчейн, то есть вот, криптоэнтузиасты до мозга костей. Вот, поэтому есть, конечно, другие проекты криптовалюты, которые кто-то там в нашей команде майнил, кто-то покупал биток и так далее. Вот, поэтому
Ну, то есть, и за что был интерес, то есть мы двигали технологию, вот, а зарабатывали мы, в принципе, ну, кто на текущих, каждый как мог. Поэтому у нас даже были истории, когда ребята там в свое время намайнили монет, забыли, положили их, а потом вспомнили, на пике продали и поехали отдыхать за границей. Слушай, это поприятнее, чем найти там 50 гривен в кармане прошлогодней куртки. Да. Слушай, вот я хочу понять, да, почему произошел такой массовый скам. Насколько я понимаю, что реального применения блокчейна так никто и не придумал в реальном секторе. То есть, скорее всего, была такая ситуация, что кто-то обещал, что на блокчейне будут происходить там записи в базы данных выборов, кто-то обещал там на блокчейне вся ваша персональная информация и так дальше и тому подобное, и никто в реалии не реализовал, ну не то, что никто, вот эти 96% проектов не реализовали этого в жизни. Или может быть в принципе там не нужна технология как таковая, или не готово общество, там, государства многие не готовы к тому, чтобы использовать достаточно сложную технологию в реальном секторе. Или есть какие-то классные примеры применения блокчейна, именно блокчейна как технологии? В государстве? В государстве, в бизнесе, где? Вот расскажи. Это на этом хайпе каждый третий бизнес приходил к разработчикам, разрывал, говорил, давайте мне блокчейн мне, мой бизнес. Там, где вообще он не вяжется, но у нас слово блокчейн просто было на хайпе, было круто, если у тебя в компании где-то использовался блокчейн. Вот, я же про это и говорю, все хотели, но по факту никто не оставил. Ну, не, в государстве много где можно применять. Ну, слушай, земельные... Где можно применять, где применяют. Везде, где нужно открыто и защищенно хранить данные. Ну, то есть... Не, ну я знаю, что, например, в Британии, в какой-то провинции, в каком-то маленьком городишке проходили выборы, результаты которого записывались в блокчейн. То есть каждый голос записывался в блокчейн, и это признали типа успешным кейсом. Но это была государственная программа какая-то, там муниципальная на каком-то уровне. Что-нибудь было подобное на более глобальном уровне? Кто-то что-то слышал? Ну вот из реального два кейса расскажу. Мы пришли в одну из крупных госкомпаний с кейсом, мы можем оцифровать ваш документооборот, то есть и, в принципе, бизнес-процессы, и сделать их неподменными. Вот. Нам сказали, это классно, но давайте не будем. Вот. Ну, то есть, для этого должно быть, все стороны должны быть заинтересованы. Пока у нас будет коррупция в стране, о каком блокчейне, о внедрении этой технологии может идти речь. Но технологически мы уже все готовы, очень много крутых команд в Украине, которые в последнее время зарабатывают аутсорсом. То есть компании какие-то заграничные, которые делают внутренние свои приватные блокчейны. Вот. Это, в принципе, почему наш интерес, мы двигаем технологию, то есть мы начинали это делать не из-за криптовалюты, а из-за того, что это хорошая ниша, как аутсорс, то есть делать блокчейны для других компаний. Они бывают разные, там, частные, публичные и так далее. Вот. И у нас недавно был такой кейс, одна из компаний... Это второй кейс из-за этого? Да, это, то есть, мы приходили в компании сказали, это классно, но давайте нет, это, то есть, первый кейс, потому что по понятным причинам. Потому что никто не хочет неподменную информацию. А второй кейс, это недавно к нам обратилась компания украинская, которую поглотила компания заграничная, то есть с инвесторами, то есть сделали такой международный холдинг. Вот, и в Украине они ввели учет в одной из программ, скажем так, которая за границей не котируется. То есть, если сравнивать за границей... 1С? Учет, за границей обычно это SAP, то есть SAP мы его называем, в Украине обычно это 1С. Так вот, когда заграничная компания сделала аудит процессов украинского, это крупная производственная компания, вот, выяснили, что они ведут учет и бухгалтерские, и управленческие в 1С. И сказали, что так как 1С это программа изначально, которая делалась для подмены данных, но это позиция инвестора. Заграничного, да. Переходите на SAP,
ну, а внедрение SAP это миллионы миллионов бюджет для крупной компании. Вот. И к нам пришел кейс. SAP это крупная ERP-система. Это немецкий продукт, семейство продуктов, ну, то есть Enterprise Resource Planning System. Окей. Вот. Это, условно говоря, там крутой аналог для 1С, ну, которым пользуется в мире. Да, так сложилось, что 1С подстраивают под бизнес, а за границей, чтобы пройти международный аудит, бизнес подстраивается под учет. И вот как раз, ну, там есть ряд моментов, которые, я думаю, не стоит обсуждать, но в Украине, ну, вообще в СНГ, 1С обычно делают так, чтобы 1С работала под нужды бизнеса. То есть не бизнес подстраивался. И бытует мнение, что 1С можно там кое-что подкрутить, имея определенные права, и можно подменить данные. А твое мнение какое? Можно 1С подкрутить? То и SAP можно подкрутить. Ну, да, если я администратор, базы данных, я могу, ну, имея определенные права и знания, сделать что угодно. Но так вот сложилось, и они на это давили. И инвестор говорит, переходите в SAP. Позиция, в принципе, инвестора понятна. И к нам в одну из наших компаний пришли заказчики, которые говорят, что можно сделать, сделайте нам аудит, покажите, что мы делаем открыто, прозрачно, что мы не подменяем данные, и что, в принципе, в 1С это делать нельзя. Вы сказали, это сделать можно, но есть технология крутая, блокчейн, которая позволит вам гарантировать, что все данные, которые вы вносите в 1С, да, это как раз коммерческий кейс, когда относительно бюджетно можно интегрироваться, мы берем просто слепок данных и заносим его в блокчейн. Он может быть приватный, может быть публичный, это тоже зависит от инвестора. Можно даже это сделать на базе биткоина. Но так как дорогие транзакции и дорогое, то есть, соответственно, целесообразно использовать альткоин, либо использовать нашу технологию и строить на ней свой приватный блокчейн и гарантировать участникам сети, а один из них будет инвестор, один из них, ну, то есть их может быть много, вот, и гарантировать, что данные прошлого периода, текущего, вплоть до документа будет неподменны. Классный кейс. Скажи, реализовали или пока еще нет? Сейчас на стадии переговоров, но технологически у нас уже есть MVP, то есть ну, в маленьких масштабах, да, в рамках ни одного кейса, который прям крупно на таком уровне, как геокадастр там, и так далее, ну, я не знаю, а если реализован, это... MVP, их нет, да, но то есть мы про технологию, вот, поэтому если компания, которая нас смотрит, заинтересована в неподверженности своих данных. Минутка рекламы пошла, окей, ладно, сегодня мне интересно, как затянуть с 1С вот это все на ноды. Вот у нас как раз есть решение, которое... У нас, с одной стороны, есть компания, которая автоматизирует 1С, а с другой стороны, есть компания, которая делает... Прикинь, надо все собрать, валидировать, что все есть. Потом это не все... нужно все просто... Насколько я понял, что там все проще. Там, как Юра сказал, слепок делается. Есть разные уровни. Можно сделать хэш. Вот у нас есть документ. Вот в документе у нас есть сумма, контрагент, там склад, ну, какие-то ряд параметров. Мы берем ряд этих параметров и собираем из них хэш. И этот хэш, если мы сумму поменяли в документе, он будет отличаться. И вот и все. То есть мы там сравниваем результат на сейчас и результат записанный в блокчейн. Ребят, подождите секундочку. Я даже знаю, как сегодняшний вечер закончится. После съемок Семен с Юрой будут еще часа два рассуждать на тему, как применить блокчейн в реальном секторе. Но секундочку, можно? Чуть-чуть давайте лайтовее чуть-чуть тему найдем. Семен, расскажи, пожалуйста, недавно вот прочитал у тебя в Facebook пост крутой про то, как наши государственные чиновники декларируют свои доходы в криптовалютах. Расскажи, там парочку примеров таких смешных было. Ты помнишь эту историю? Да, конечно. Ну, там кейс какой. Там подекларировали битков на сколько там? На 18 тысяч, по-моему, я читал. Что такое 18 тысяч битков? Да, ну, соответственно, калькулируем все, 60 тысяч умножаем. 70 там, да, ярдов. Да, что-то там космос. Которые в 2010 году наманили, когда еще битка не было, да? Да, ну, на самом деле, да, я там давал интервью в каком-то, не помню, на телеке, и смысл был в том, что когда я смотрю комментарии от этих депутатов, вот тот, который задекларировал 18 тысяч битков, он отказался от этого и говорит, типа, что, ну, как бы я ошибся, да, типа, столько битков у меня нет, 18, забыл изменить декларацию, но суть в том, что, значит, было такое количество битка. Второй, по поводу того, что там покупал битки в 2010 году, когда он стоил $1, говорит, хотя там пицца вот непосредственно позже была. Ну, история про торги, это там уже год 13 плюс-минус, там финики начинали и так далее. Вот. Ну, в целом,
Оно так. Я так и написал в свой пост, что как бы и смешно, и печально. Да, на самом деле это не было бы так смешно, если бы не было так печально. Да. Ну, то есть это все, там Барняков давал еще зам Минцифры, да, то есть комментарий. То есть, в принципе, смысл в чем? То есть, если декларируешь, то, не знаю, укажи кошелек, где лежат, да? Покажи там, как-то, не знаю, по-хорошему, как это надо делать. То есть, я декларирую, что у меня есть 10 битков. Я показываю приватник, да, то есть, где они лежат. И по-хорошему, как бы, я думаю, что у регулятора, да, который этот чекать должен быть какой-то тоже кошелек, и для того, чтобы мне подтвердить, что действительно это мои битки, я кидаю какую-то тестовую транзакцию с этого кошелька. Соответственно, я показываю публично, что есть эти битки, что они мне подконтрольны, да. Второй шаг – это где я их взял, да. То есть история про то, что там резко появилась там 1000 битков у тебя на кошельке, это как бы тоже такая себе история. В 2010 году. Если купил в 2010-м, это же все размотать можно, по цепочке, откуда приходили битки и так далее. Если это там на какой-то бирже, то, вероятнее всего, на бирже там можно... Насколько я понимаю, это одна из основных проблем для регуляторов рынка. Научиться отслеживать историю, условно говоря, да, по блокчейну, распутывать вот эти цепочки и находить, откуда первоначальный источник дохода на этом кошельке. Да. И вот эту проблему как раз решают регуляторы. Я правильно понимаю? Ну, проблему они эту не решают, скажем так, они только разбираются вообще, как это все делать. Но цель их такая. Технология существует уже. Ну, скажем так, если я честно купил биток в 2015 году, да, и сейчас я там миллионер, да, то как бы мне нечего скрывать, и я могу это все показать, да, что вот с карточек я покупал. И к тебе придут и скажут, давай, плати налог, ты получил. Вот вопрос, какой налог платить? Ну, то есть сейчас закон есть, да, вроде бы как в первом чтении принято, там куча прав, сейчас во второе чтение добавляется. Но этот закон не будет работать без налогового, без правок налогового законодательства. Потому что если закон есть, я могу официально работать с криптоактивами в Украине, но я буду платить как физик 19,5% от каждой продажи, которую я получил, да, от крипты себе на карту. Причем в Украине, если ты торгуешь вне Украины. Да, если ты торгуешь вне Украины, тоже как с этим быть. Ну, то есть здесь нужно как-то больше это все разматывать. Насколько я понимаю, это должна быть вообще глобальная какая-то программа по регуляции криптоактивов. И более того, она должна быть сделана не только с точки зрения того, чтобы понимать, откуда какие транзакции идут и так далее и тому подобное, а для того, чтобы сделать правильное, удобное налогообложение, чтобы развивать эту... Да, чтобы не уходило все в тень. Потому что если оставить как есть, закон ничего не решит вообще. Да. Окей. Круто. Так, хорошо, ребят, давайте, вот мы уже сегодня вскользь касались этой темы. Новый хайп, NFT токены. Давайте уже по сложившейся сегодня традиции, Юра, расскажи нам, что это, с чем его едят, и потом обсудим какие-то яркие кейсы, которые есть у каждого. Есть такое классное слово маркетинг. Так вот, на заре там 17-18, когда появились первые CryptoKitties, это игра на блокчейне эфириума, где, по-моему, или рандомно, точно уже даже не помню, создавался образ котенка какого-то, и, соответственно, он записывался как токен с визуальной составляющей, и его можно было продавать, когда там, я не помню, туда записывалась еще какая-то информация про него, вот, и там за космические деньги некоторых котиков продавали. Так вот, NFT это не взаимозаменяемый токен, то есть один котик не был похож на другого. Здесь такая же история, она появилась не вчера. Обычные токены, они все одинаковые. Это токен и NFT токен, в принципе, по сути, одно и то же. Только NFT говорит о том, что ты цифруешь свой актив, будь то музыка, графическое 3D-изображение, то есть то, что можно записать. Цифровой диджитал. Да. Цифровой арт, правильно понимаю? Да. То есть, что не обязательно арт, это может быть любой. Что угодно. По сути, любой объект, который гарантирует, что, вернее, блокчейн гарантирует, что он у тебя один. Количество ты можешь при создании указывать, там можешь картину в 10 экземплярах. И после того, как ты записываешь эти данные в блокчейн, в данном случае эфириума, например, к нему крепится изображение исходники, и у тебя есть от него тот же приватный ключ. То есть ты владеешь кошельком. И по сути это говорит о том, что у тебя есть оригинал изображения. Так как у тебя оригинал Мона Лизы, то же самое, ты берешь изображение, записываешь его в блокчейн, и у тебя есть подтверждение в виде приватного ключа, который скажет,
я являюсь владельцем. Это есть NFT и ты токен. можешь, да, в виде транзакции его отправить, допустим, Семену. И уже будет им владеть Семен. А Семен тебе за это насыпет. NFT токены хранятся где? На кошельках, ну на адресе? Да, это Или как? полноценный, то есть это токен как раз, это то, что производное от блокчейна. То есть это то же самое, что обычный токен, просто если эфир, обычный токен эфира, он заменяемый, то есть он как деньги. 1 гривна равно 1 гривне, 1 биткоин равен 1 биткоину. То есть здесь одно изображение оцифрованное не равно Ничего, второму, это уже другой. И Окей. в этом как раз вся история. Вокруг этого сейчас весь хайп, особенно когда известные люди цифруют какие-то свои активности, то есть создатель Твиттера цифрует свой первый твит. Это просто, это будущее, то есть все идет в цифровизацию, то есть ты владеешь и Цифровым активом. да, цифровым активом. Окей, хорошо. А у меня такой вопрос, ребят. Насколько я знаю, что вот технология NFT токена появилась в 2017 году. Вопрос, почему это стало актуальным в В 2017 году 2021? появились CryptoKitties, а технология появилась, в принципе, это обычный токен, то есть можно любую информацию было записать в блокчейн. Маркетинг, то есть все построили, То есть вся крипта построена сел, вокруг. подумал, а ничего себе прикольная штука, а давайте-ка из этого И сделаем сделали свой рынок. Вот я на досуге игрался с NFT, изучая технологию. Вот, и сделать за 5 минут можно сделать свой NFT токен. Это бесплатно. Есть куча инструкций в интернете, если погуглите, как делать свой NFT. Да. Не, вот так вот как раз сделать свой. Там вообще мизер, до того, как его примет сеть, это вообще бесплатно можно записать, и им уже там можно делиться, и в момент, когда делишься, ты как раз платишь комиссию за транзакцию. Но как только ты захочешь его продать, или ты известный человек и говоришь, у меня есть там мой твит, кто хочет купить. Вот. Но у обычных приземленных людей это сервисы наподобие бирж, то есть есть такие же биржи по NFT токенам. И как раз они взимают комиссию за то, что ты размещаешь у них. И вот как раз сейчас минимум это 0,04 эфира с нынешней стоимостью, это порядка 105 баксов за то, что ты просто разместишься. Там 90 баксов за то, что разместишься на сервисе. 10, Да. по-моему. Да. Да. И насколько я еще знаю, много сервисов по аукционному принципу работают. То есть размещаются разные токены там, и люди торгуются. Есть разные варианты. Есть прям за конкретную стоимость, я хочу продать это там за 3 рубля, а есть идея с акцией, вдруг кто-то купит дороже. Окей, хорошо, Семен, а токены, вот NFT токены могут торговаться на бирже? Слушай, хороший вопрос. Технологически, да. Технологически, это да, я думаю, эфир. как Просто если вы хотите сделать с графикой, то вам чуть-чуть нужно допилить. А так это Ты понимаешь, такое они же. же не взаимозаменяемые. Получается, это будет не совсем торги, это будет как доска каких-то объявлений, да. Ну, вот, типа наверное. как тот же вот самый этот аукцион. продать, Да, да, как аукцион, да. Ну, то есть надо в отдельную Не, сущность почему? выделять. Может быть, например, если кто-то выпустит 1000 картин, Ну разве что ну так. да, то есть технологически ничего не Да, поменялось. технологически можно, но это немножко по-другому выглядит. А думали об этом? Рынок. Что-то связанное. Сори, Юр, подожди. Зафиксируй мысль, сейчас скажешь. Думали? Думали, но ресурс сейчас не готовы выделять. Ну, скажем так, Окей. это отдельная история. Не, ну и- такая хайповая история, может быть, и Хайповая, стоит да. выделить ресурс. Ну, просто пока ты это запилишь, этот хайп уже спадет. Да. Ты думаешь, это все-таки достаточно проходящая вещь? Думаю, да. Ну, Да? CryptoKitties Это- забыли. Нет, смотри, как технология в целом, это Ну, ты крутая вспомнил. штука. Это типа как бы права, да, там Да. на уникальные требования там каких-то там произведений искусств, там. Это очень крутая штука сейчас для развития вот этой всей отрасли, типа там художников, там Ну, артистов. digital art, Они могут непосредственно. монетизироваться, потому что в принципе сейчас это очень все как бы спало ввиду там ковида, да, и всего этого. Вот, но вот эти вот хайпы, типа там продажи за миллионы там долларов каких-то там картин, ну, как по мне, это такая себе история. Слушай, ну вот так сказать, в противовес твоим словам, я крутой кейс недавно встретил. Я фанат баскетбола, играю сам, смотрю НБА, и вот как раз Национальная баскетбольная ассоциация НБА буквально давеча на днях Карточки, да, да, выпустила карточки, причем как это не это видосы, клатчей, крутых бросков, либо там данков, чего-нибудь еще крутого, крутых баскетболистов. Вот она взяла по всей ассоциации, взяла там, я не помню, 100-200 баскетболистов, которые зафиксировали их самые классные клатчи. И этот видос
ну вот тоже опять-таки оцифровали его, не оцифровали, как присвоили NFT токен и продают. И, собственно, эти токены улетают там тоже за космические деньги по сотни тысяч долларов, там самые крутые там тоже там могут доходить до миллионов долларов и так дальше. То есть они на ровном месте, условно говоря, на своем же контенте, который у них есть, они там сделали достаточно там прибыльный бизнес, который там принесет им там энное количество миллионов долларов до самой ассоциации. Не знаю, дают они там роялти какое-то баскетболистам, наверное, вряд ли, потому что, в принципе, наверное, все их участие, все их эфиры, все, что происходит на площадке, оно уже автоматом подлежит NBA. Но смысл в том, что это Национальная баскетбольная ассоциация, это большая организация, и она вот, может быть, опять-таки, может быть, на хайпе сделала, но если, моя мысль в чем, что если компании, я даже не знаю, там, учреждения такого уровня обращают на это внимание и как-то туда смотрят, то, может быть, есть шанс на том, что данная технология тоже останется, как-то укоренится. Она останется, мне просто кажется, не будет вот эти истории про какие-то баснословные продажи там и прочее. Ну, может быть, арт будет продаваться. Смотри, окей, у меня, кстати, еще такой был момент. Я когда-то рассказывал другу про NFT токен, он спрашивает, а что это, как это, рассказываю вот точно так же на пальцах, как Юра, подробненько, а он говорит, ну и что дальше, типа, окей, я владелец уникальной какой-то там картины, фотки, что дальше? Я говорю, а дальше следующее, когда ты покупаешь дом, VR или AR, какой-то виртуальный дом, и вешаешь эту картину туда, и у тебя на стене висит оригинальная картина Бэнкси, вот это имеет вес, и он такой, если так, то окей. То есть здесь мы забываем про отдельную индустрию дополненной реальности, виртуальной реальности, где люди покупают офисы, где они ходят уже на работу в очках, сидя дома, одевают очки, приходят на работу в виртуальный офис и там работают, потому что это какая-никакая альтернатива общения живого. И вот там уже digital art будет иметь офигенный вес. Страшная штука, на самом деле. Я так подумал. Сам, когда рассказывал это, мне самому аж мурашки по коже. Ты представляешь, к чему идем, да? Слушай, это новая серия «Черного зеркала». Не знаю, у вас есть дети или нет, но так подумать, да, что там может быть следующее поколение нет, но как-то, да. Да, но скоро такое может быть, что люди будут полностью жить в виртуальном мире. Будем так на стульях сидеть только, да. В очках просто сидишь целыми днями. Как Волли, помните мультик, там они все ездили? Слушай, ну этот мультик, это прям, очень круто. Я когда его посмотрел, он на самом деле достаточно депрессивный, я бы его даже не советовал. Какого года, кто помнит? Я просто посмотрел его тогда и пересмотрел недавно, совсем по-другому, конечно. Совсем по-другому восприятие, да? Слушай, Воли, мне кажется, минимум лет 10-15. Да, напомню, 2006 года. Да, что-то такого. По поводу NFT, меня еще знаешь, что беспокоит? Вообще вся история про юридическую часть этого всего. Ну, допустим, ты как бы владеешь токеном, да, и, значит, это произведение искусства как бы тебе принадлежит. Ну окей, я там скопирую, не знаю, там, этот видос, там, еще один токен такой же, выпущу, да? Вот не будет он так, вот это как раз технология скажет, что это не оригинал. А как она определит? Блокчейн позволяет сделать проверку. Ну, то есть, что такое токен? Кто решает, где оригинал? Решает, если выпускается в виде единичном, записывается в блокчейн, и там хранится информация, сколько этого. Нет, смотри, вот видос, например, ты купил, да? А я этот видос тоже в другой токен токенизировал. Как понять, чей пруф? Этот видос, это ж не файл. Слушай, будет у тебя классная реплика, тоже будет стоить денег. Не, это не файл, там этот видос, это как раз информация она записана все. Я не могу этот файл скопировать, да? Нет, это не... Вот смотри, у меня был вопрос тоже, точка не понимаю, такое белое пятно в этой всей технологии. Я, например, цифрую, давай для понимания, фотографию. Да. То есть формально эта фотография перестает существовать, ее код перестает существовать на моем компьютере, и он записался в блокчейн. Нет, фотография остается у тебя. Блин, окей. Давай реальный кейс, смотри, вот ты сфоткал, да? Да. Ты пришел и токенизировал, да? И вот NFT токен. Потом ты эту фотку скинул мне, и я пошел токенизировал. Скинул, банально. То первее, или как, по времени, или как оно, Ну да, во-первых, по времени, во-вторых, факт не сама фотка, а факт Слушай, а может быть код сравнивается, и если условно говоря, совпадает код одной фотки и второй, смотрится... Нет, код не будет, но смотри, он говорит, что это его фотка, я говорю, это моя.
У кого стоит денег фотография? Да. Вот интересно, ну, вот это вот нерегулируемо. И кому бежать, да? То есть, типа, ты говоришь, и ты скопировал. Я говорю, нет, ты меня скопировал. То есть, кто скажет, да, там, типа, вот у тебя оригинал, ты принадлежат тебе права на фотку. А кто разбирается кто решает это в обычном искусстве, да? Вот есть картина Мона Лизы, есть оригинал, а есть копия. И кто эти люди? Вот есть же эксперты, там это решается с точки зрения типа экспертности. Приходит эксперт и с увеличиткой смотрит на мазки, он знает, как рисовал да Винчи, все остальное и решает, вот это оригинал, вот это нет. То я так понимаю, что как раз вот эту экспертную функцию берет на себя технология. Я правильно понимаю? По сути, да. Ну, действительно, если две фотографии, то есть так, скорее всего, на прецедентов еще не было, вот, но скорее всего та, которая раньше. По дате, да? Да, тут же прикол как раз не в том, что изображено, а в самом факте. Это как CryptoKitties. Ну, всем пофигу на этих котиков было и так далее. То есть тут не было прецедентов. Ты так говоришь, не факт. Но картина Бэнкси, типа, наверное, важно, что там именно картина Бэнкси изображена. Когда, знаешь, да, этот кейс мы тоже обсуждали как-то с моими гостями, что чуваки сфоткали, сожгли картину, оригинал, оцифровали и продали ее там за... Кстати, тоже кейс, вот смотри, сфоткали, да, там токенизировали, а есть оригинал физический. И что? Это же разные вещи. Ты можешь продать оригинал, а можешь продать токен. У тебя 2х. Два мира разных 2х получается. вообще, да. Там цифровой ты продал в цифре, там ты продал в реалии. Ну, слушайте, достаточно интересная тема и достаточно много еще вопросов. Рынок на самом деле новый, то есть он технологически там оттуда, но сейчас он идет потихоньку и развивается. Видел вчера вечером цифры, рынок весь NFT токена 230 миллионов. Это смешные цифры по сравнению с той же криптой. С триллионом только одного битка. То есть в среднем, это разовые там, продажи, там, миллионы и так далее. По факту я смотрел, сейчас топом пользуются каким-то сервисом созданные такие картинки карикатурные, где там лица людей, не помню, как называлось, арт там какой-то там, пинарт какой-нибудь, вот. Пиксель-арт. Пиксель-арт, да, вот. Не пиксель-арт, там как раз конкретно автоматом сгенерированные картинки, аватарки, там, просто аватарки. И вот их сейчас все, как CryptoKitties, берут, цифруют и продают. В среднем 2-3 тысячи долларов цена вопроса, то есть это не миллионы. И вот весь рынок складывается в основном из таких мелких транзакций. Так а если это наберет обороты, или ты думаешь, чем больше будет появляться, тем меньше будет стоимость конечного? Конечно, так же, как только наоборот. То есть разовые там, было на рынке 3 продукта, они стоили миллионы, их стало 3003, они стоили там сотни долларов. Вот история. Мне нравится, Юра сегодня выдал две классных вещи. И да, и нет, и говорит, так же, только наоборот. Окей. Хорошо, ребят. Слушайте, тема NFT токена для меня на самом деле еще открыта, потому что, достаточно новая технология, интересная, крутая, однозначно. Я думаю, что многие на нее смотрят. Буквально вот на днях зарегистрировался на сервисе а-ля Twitter, где уже зарезервированы аккаунты известных людей, Илона Маска, и эти аккаунты продаются. То есть, и, соответственно, аккаунт Маска уже там миллионы долларов стоит, хотя он там еще на этом сервисе и вообще не был, условно говоря. И ты вот регистрируешься, и со старта, я даже не сильно разобрался в технологии, но со старта ты зарегистрировался, заполнил аккаунт, и тебе опять-таки присвоили NFT твоему аккаунту, и от твоей активности будет расти стоимость этого аккаунта. То есть ты постишь твиты, даешь какую-то там контент, генеришь, даешь какую-то пользу юзерам и наращиваешь стоимость своего аккаунта, и в один момент ты можешь его слить, условно говоря. Потом Маск купит свой же аккаунт. Да, а потом Маск может зарегистрироваться сам, и он уже автоматом владелец этого аккаунта. Да. Они его пруфнут, проверят, что это он, вот такая технология. То есть если ты, это пул зарезервированных для известных личностей аккаунтов. А если ты я, то ты там просто заходишь и регистрируешься с нуля. Вот. И прокачиваешь с нуля. И вот, чтобы вы понимали, мой базовый аккаунт стоил там уже $3,5. Просто я заполнил профиль, и что-то там мне уже, и какая-то там есть еще взаимосвязь, есть инвестора, которые могут вкинуть в твой аккаунт $2, и потом они получат пропорциональную стоимость этого аккаунта. Чем на более ранней стадии они вкидывают в тебя
видят, что у тебя есть потенциал, условно говоря, тем больше профита они получат. Слушайте, да это просто какой-то космос. Ребята раздули вот эту тему до каких-то нереальных масштабов. И если этот сервис будет прокачиваться, и там будет появляться больше юзеров, то действительно там есть такая возможность монетизировать себя, условно говоря, себя, или зарабатывать на других. Условно говоря, псевдопродюсер такой, да, ты видишь, что аккаунт растет, что или ты знаешь, что заходит твой друг, который является публичной личностью, ты ему порекомендовал, ты заинтересован его туда затащить, и первым в него вкинул $1, и ты потом можешь вырасти с этого там, в какие-то нормальные деньги. То есть, и это всего лишь один из кейсов, который можно применить, это NFT. И это просто космос. Это, знаешь, в иной раз диву даешься, типа, насколько технологии опережают, знаете, коллективное мышление. То есть люди, мне кажется, в большинстве своей массе еще пока даже не готовы, не готовы к таким картинам. Я лично не готов ходить в виртуальный офис и смотреть на картину Бэнкси в виртуальном офисе. Это больше как для коллекционеров на самом деле сейчас кейс. То есть люди платят огромные деньги за... Или для спекулянтов. Да. Слушай, есть кейсы, когда купили и там перепродали уже NFT в 10 раз дорого. В 1000 раз, да. Да. Круто. Так, ребят, смотрите, хочу сейчас чуть-чуть сбавить обороты. Пускай запомнили тему крипты, обсудили много. Еще есть масса чего интересного обсуждать в этой теме. Но хочу чуть-чуть уйти от этой сложной тематики и поговорить про больше бытовые вещи. Да? Вот сегодня, опять-таки, перед нашей встречей с Юрой, мы с Юрой достаточно часто общаемся, достаточно часто видимся, дружим, и у нас есть общий бизнес. Но только сегодня я узнал, что Юра увлекается планированием, управлением самолетами. То есть это, я так понимаю, что это не какие-то крупные. Сейчас расскажи поподробнее, что это за самолеты, крупные, маленькие, большие, как это вообще выглядит и как ты к этому пришел? Недавно попал на блог Антона Птушкина, известного travel-блогера, где он в Европе с товарищем облетели, по-моему, во Франции, всю Францию за неделю, потратив при этом 2500 евро на частном самолете. То есть есть авиация бизнесовая, где там, все знают, большие самолеты, Боинги или Airbus, и есть авиация бизнесовая, это бизнес-джеты. То есть это самолеты, где там за 20-30 тысяч евро можно сесть и полететь в любую страну, там, с минимально там, по 5-10 человек. И есть малая авиация, она развита во всем мире очень сильно, в Украине развивается тоже семимильными шагами. И как оказалось, посмотрев этот блог, очень заинтересовался темой, потом отдыхал с семьей за границей, и мне... лежа на пляже... Выпала возможность. Да, выпала возможность изучить суть вопроса. И, собственно, очень я заинтересовался, и попав на блог одного из киевского блогера, который из бизнеса в 2019 году также попал на какой-то блог чувака и попал... В частную авиацию. Да, в малую авиацию. Да, то есть он закрыл бизнес и пошел учиться в авиашколу, и купил самолет Cessna 172. Сейчас активно летает по Украине, пропагандирует эту тему, и открыл свою авиашколу. То есть я я так загорелся в планах пойти в школу. То есть на данный момент ты просто брал пару уроков. Да, на данный момент я попробовал поуправлять, то есть, естественно, полет, посадки не было, так у меня нет лицензии, но всем рекомендую, кто всегда мечтал о небе, всегда мечтал о полетах. То есть это незабываемое ощущение, плюс это очень доступно на самом деле, стоимость владения... Хотел пару вопросов. Для меня, как в принципе, управлять самолетом, это какое-то развлечение богатых, условно говоря. Это космически дорого, самолет потребляет кучу топлива и так дальше. В реалии как это выглядит? Какие цифры? Можешь порядок цифр? По цифрам, как стоимость владения средним паркетником. Средним паркетником, то есть даже не каким-то мощным джипом. Да, есть разные самолеты, то есть от там 15 тысяч долларов до бесконечности, но средний там 15-50 тысяч долларов стоимость покупки самолета. У самолета есть такой прикол, это
многие самолеты, которые сейчас летают, выпуска 70-х, 60-х годов. У них возраст идет не так, как у обычных самолетов. Типа не страшно летать на 50-летнем самолете. Да, это нормальная практика, и у них очень жестко идет анализ, даже не анализ, контроль всех предметов, приборов. Чтобы взлететь, то есть нужно осмотреть самолет, потратить на это полчаса, плюс раз в период есть там определенные регламентные операции по двигателю, плюс все приборы. Ты даже здесь залазишь в технические дебри. Ну, то есть это ответ, сколько это стоит? Да, стоимость самолета от 15 до, там, наверное, да. Нет верхнего предела, но в средний самолет там до 80 тысяч долларов можно купить. Да. Правильно? Хорошо. Полететь на расстояние 500 километров, вот, например, с севера на юг Украины. В Одессу, да? Да, в Одессу. Сколько мне будет полететь в Одессу на выходные на своем самолете? В Одессу, наверное, часа 2 лететь. Ну, то есть, опять же, зависит от скорости. Какая скорость самолета? Ну, малые летают обычно где-то 200-220 километров в час. Окей, 2 часа, да, 400 километров. Да, где-то, ну, не учтите, они же летят по прямой, то есть на машине. Да, в Одессу тоже по прямой, по большому счету. Вот. Есть такая штука в полетах, как человека-час. Ну, то есть время машина-час, то есть полета. Он там по математике рассчитывается вот, за счет того, что регламент на определенное количество часов нужно делать капиталку. Капиталка стоит $1020. И вот это, как ТО у машины? Да. И сколько мне стоит 2 часа полететь? Час где-то себестоимость 70-120. Если арендовать самолет, да, то стоит... Это и аренда, и топливо. Да, это с топливом уже. Аренда обычно с топливом. 70-120, то есть в среднем $100. $100 Да. мне в одну сторону полететь? Нет, 120 в час, вот 2 часа, 2 часа 200, лететь. 200 там, с копейками долларами в одну сторону. Окей. В среднем, это зависит опять же от марки самолета, где-то в среднем сейчас в Киеве стоимость это $220 в час с пилотом. Это если пилот. Да, если есть лицензия пилота, который на самом деле, чтобы получить, нужно состояние здоровья пройти. А сколько курсы? $10 тысяч. От 3 месяцев. Все, окей, про цифры понятно. Сколько по времени длятся курсы? Месяца 3. Нужно налетать 40 часов, плюс получить матчасть. Окей, круто. Слушай, классное хобби. Желаю тебе успехов, получить лицензию и удачно, и купить свой самолет, и позвать меня полетать. Да. Ты посидишь с пилотом $220 в час. Да. То есть, грубо говоря, в Одессу обратно будет стоить там до штуки баксов. Да. Причем это... А сколько человек может туда? Ну, зависит от самолета, обычно 4-6 человек. То есть, если неплохо, скажи, классная альтернатива. Есть такая штука, как совместное владение самолетом. То есть люди не летают каждый день. То есть если ты не летаешь по работе, ты можешь скинуться и там 3-4 человека просто в Google календарик расписать, это вообще копейки получается. И это безопасно, потому что все приборы дублируются в 2 раза, в отличие от автомобиля. Ну, то есть их помимо лицензии, то есть нужно какое-то разрешение там заранее? Ну вот лицензия частного пилота. Чтобы в принципе взлететь, пролететь, там же не так просто, наверное, не любой же может летать. Цифровизация ушла. Нет, Семен, наверное, спрашивает, как типа доступ получить к маршруту к твоему? То есть ты можешь лететь куда угодно, когда угодно, или есть какая-то процедура? Флайт-план подаешь, план полетов. Обычно это с приложухи, вот, и все. Дальше у тебя уже знают. Интересные времена живем, ребята. Я тоже думал, что это космос какой-то. То есть это, да, там, ну, не дешево, но это не для каких-то олигархов. То есть средний крипто-бизнесмен может себе позволить. Может себе позволить. Круто. Слушай, Семен, у тебя какие увлечения, какие хобби, как ты от работы отвлекаешься? Может, там, не знаю, подводными лодками увлекаешься, плаваешь на подводных? У нас были гости, которые лицензию шкипера получали. Юра вот лицензию хочет пилота получить. Чем ты удивишь? Слушай, ну у меня основной сейчас фактор отвлечься, да, там, это дети, мои дети, да. По хобби, ну, спорт, я люблю очень фридайвинг еще. Ну, сейчас, к сожалению, там особо не поныряешь. А где нырял? В Египте, в Крыму в основном. В Крыму на Тархан-Куте, да? В реках нырял, но что-то на Тархан-Куте был? Да, конечно. Круто. Да. Я был когда-то тоже давно еще, в студенческие годы.
Очень круто, там очень красиво. Да, там прикольно, но в целом там по Крыму можно везде понырять. Везде, да, по-интересному, да. Мгм. Из такого, что помогает отвлечься, да, начал практиковать где-то года полтора назад гештальт-терапию. То есть это Это что, расскажи. личная терапия. Ну, основно есть психолог, с которым я, да, прорабатываю. Но основная суть ее в том, что в беседе, да, там, с профессионалом ты начинаешь больше изучать себя, свои эмоции, свои чувства, свои паттерны поведения. Мгм. И это очень круто там вот влияет в целом на принятие решений, на контроль своих эмоций. Когда ты себя уже изучил, ты можешь других людей как бы тоже там транслировать. Это круто там с сотрудниками работает. Ты начинаешь прослеживать определенные там, ну, вот паттерны поведения, что на переговорах, когда у тебя начинает там стучать правая нога, на самом деле ты возвращаешься в 6-летний свой возраст, в ситуацию, да. Если ты это отслеживаешь, ты можешь там, ну, легко это контролировать и выйти с этого состояния стресса там и дальше более адекватно там. Вот такая штука. Слушай, ну это не звучит как-то как расслабляюще. Это наоборот, мне кажется, еще один какой-то опыт, еще какие-то знания. То есть тут больше, ну, согласен, скорее всего, ты отвлекаешься от работы, когда ты погружаешься в такие вещи. Ну, может быть, когда, как говорят, как Ну, для меня это отдых это смена вида деятельности. Для меня это прям как отдых, да. Как отдых, вот, да? Да. Слушай, круто. Окей, ребят, давайте так, подытожим немножко. Блокчейн, криптовалюты достаточно сложные штуки. Да. Это технологии, это масса терминов, масса каких-то непонятных вещей для обывателя, да, для обычных, ну, для среднестатистического человека. Это достаточно сложно. Какие ваши советы, рекомендации, где можно черпать информацию, где можно найти что-то полезное, почитать, посмотреть видео обучалово, где можно научиться, понять, как это работает, если люди заинтересованы в этом? Есть какие-то рекомендации, советы? Ну, книг на самом деле очень много, там и биткоин для чайников, и там, Да, ребята будет, здесь чем себе- больше копать, тем больше будет перебор информации. То есть нужно поставить цели. Для чего? Трейдерить. Может, не так важно знать технологии, нужно азы знать. Если разработчикам однозначно, то есть стоит выбирать те продукты, на базе которых проще порог входа, где большое комьюнити, кто сможет подсказать, то есть разработчиков. А как с документацией, вот если говорить про технические, да, образование, ну, техническую информацию, как с документацией обстоят дела в разных проектах? Или у всех по-разному? Или, как правило, к документации относится в блокчейн-сфере Если достаточно мы говорим серьезно? про документацию блокчейна в целом, Да. вот, то все-таки стоит смотреть в сторону биткоина, то есть и, ну, ее просто настолько много, что люди начнут теряться. То есть нужно просто выбирать. Вот как, так, подскажите свои какие-то рекомендации, как в том количестве информации, которая есть, найти какие-то крутые источники правильные, на что обращать внимание и так дальше. очень- Есть какие-то, ну, прям вот живые советы? И может быть что-то, на чем вот ты в частности учился или что-то читал, какие базисные вещи? Ну, я, как и многие те, кто начинал с технической точки зрения, сначала пробовал трейдерить, а потом, Ага. потом понял, что деньги улетают в трубу, вот, и это не так интересно, как делать что-то свое. То есть ну, многие заходили не сразу, ой, я буду там разработчиком блокчейна. То есть все попробовали поторговать, попробовали помайнить, может быть, с этой стороны заходили. Вот. И тогда уже понимали, то есть, что есть технология, а есть обратная сторона, это криптовалюты. И Я информация... могу опыт рассказать свой по поводу, ну, это не разработчиков, да, но разработчики для меня это, там, не знаю, наверное, участие в хакатонах каких-то, вот, это самый первый порог фото. То есть, ну, условно, там есть блокчейн биткоин конференц, там, которую Distributed Lab проводит там, 2 раза в год. Они сразу же хакатон после конференции проводят. Вот интересно, если вообще вникнуть в эту тему разработки, вот просто приходишь на хакатон, знакомишься с людьми уже, и там уже первые проекты клепаешь. А сама конференция, там тоже лекции, да, там лекции тоже есть и так далее. Но это достаточно сложно. Это дорого для
ну, то есть какое-то время назад кто-то шутил в Киеве, говорит, если пойти там в одну из 10 дверей зайти, то вероятность там 90%, что попадешь на какую-нибудь криптоконференцию. Ну да, то есть, а так в целом, ну там есть биткоин.орг, условно, да, там где типа, что такое биткоин, там ссылочки и так далее. Но как показывает практика и мой опыт, вот мы там в блокчейн-хабе проводили обучающие там митапы, там про хранение крипты, про то, что это, мы там серию роликов записывали. Ну, как бы работает на 10% аудитория. Самый проверенный способ, который подтвердилась гипотеза вот последним этим ростом, да, и спросом, и теми людьми, которые там ко мне подходили, просили там разобраться, просто нужно заразиться этой темой, это взять и купить первый раз биток свой. Взять карту, зайти куда-то, купить биток. Вот поверь, у меня есть знакомый, который полгода меня просил, там, объясни, расскажи, покажи и так далее, и так далее. Тут он просто сам принял решение, что уже когда оно все растет, он спросил просто, где купить. Ну, я там сказал, зайди на Куну, вот там дашборд, там 3 кнопки нажми, купи. И то есть это самый крутой мотиватор, когда у тебя биточек он купил, лежит, послушай, он мне столько сейчас статьи сбрасывает, он мне там вот сам мне уже информацию подкидывает, я говорю, чувак, давай, я этим был заражен 5 лет назад, я понимаю, какую ты сейчас стадию проходишь, вот все, оно уже запустилось. Он просыпается, он курс смотрит первым делом, он отслеживает статьи, он там в теме, ну, то есть, все, просто человек заражается, как только делает первую. То есть главная правильная мотивация, источники найдутся, да? Первое время, когда люди покупают биток, особенно когда идет его дикий рост, утро человека, кто в крипте, начинается не пошел бы умылся, почистил проверки зубы. Курса, да. Проверки баланса. Я понял. Выводишь себе виджеты на телефон быстрого доступа. Да, купил тестовую крипту, и дальше уже просто само по накатанной. Ну, как показывает практика. Ты начинаешь уже интересоваться, углубляться, какая еще криптовалюта бывает, как и так далее. Потом уже, когда ты типа вот прошел этот первый этап спекулятивного интереса, уже начинаешь изучать, в чем в целом, как оно работает, там уже там, технологию и так далее. Там уже в какие-то тусовки, конференции. А потом больше в техническое начинает погружаться, когда выполняется какой-нибудь форк и разделяется крипта. Хочется разобраться. Когда нужно зайти, чтобы получить еще... Когда твой кошелек, это крипта, в которой ты купил себе недавно, уже. Да, разделился, и ты уже задумаешься, что такое форк? Пойду-ка я почитаю. Там знаешь, какой прикол? Для того, чтобы достать монеты, там тоже нужно заморочиться. Нужно технически... Нужно этот ключ свой приватный куда-то там подгрузить, вытащить с другого блокчейна. И так как денежки хочется достать свои, то ты разберешься в этом. Особенно, когда у тебя там нормальная сумма. Я понял, главное правильная мотивация. Окей, ребят, спасибо огромное. Мы одним подкастом в жизни эту тему не охватить, она достаточно объемная, достаточно, это серия подкастов, но пока не обещаю, но считаю, что в данном подкасте мы затронули классные, важные вещи, обсудили классные кейсы. Спасибо огромное за мнение, спасибо огромное за ваше время. Я понимаю, что у каждого свой график, кто-то планирует, кто-то проводит время с детьми. Это круто, что вы смогли в своем плотном графике между работой, семьей и хобби найти это время и прийти и пообщаться на столь актуальную тему, которая, мне кажется, будет еще оставаться актуальной. Как сказал Семен в начале, что он видит перспективу того, что блокчейн, криптовалюты войдут в нашу жизнь, в повседневную жизнь настолько плотно, что мы не будем отличать, условно говоря, обычную валюту, доллары от... Это как интернет, просто пройдет время, и все будут воспринимать это как... И все привыкнут. Окей. Спасибо, ребят, очень приятно. Всем пока, всем спасибо, счастливо.